Как тебе, Мария, не стыдно? 2. 4, Юра. Почему он мной управляет? Какие-то вещи не обнуляются никогда. Почему он решает, как мы живем? Они перерубаются вот так вот топором. Враг и предатель. И ненужный России человек. Погоди, у меня есть козырь в кармане. Что ты делаешь в следующие 5 часов? Мария, пока Алексей Навальный сидит в тюрьме, есть ощущение, что ты главное лицо фонда борьбы с коррупцией. Ты делаешь расследование, ты в кадре, ты общаешься с Хиллари Клинтон и много делаешь всего остального. При этом про тебя по-прежнему мало известно. Мы захотели встретиться, чтобы поговорить, во-первых, про тебя, а во-вторых, про главный объект твоего исследования — коррупцию. И сделать решили это в Лондоне, поскольку, во-первых, этот город важен для тебя лично, а во-вторых, это одна из столиц российской коррупции. Все верно? Одна из столиц? Пока все правильно, да. Это парк, наверное, один из самых больших парков в городе, называется Хэмпстед-Хейтс. Мы находимся в его северной части. Это северный Лондон, и это много престижных домов вокруг этого парка. Да, это такая лондонская Рублевка, но если бы Рублевка была ближе к центру города, да. Это место, это просто цитадель российской коррупции, и здесь достаточно причудливым образом собрались герои многих наших расследований. Если бы мы буквально вот через холмик туда посмотрим, можно будет прямо в одном кадре, так сказать, увидеть дом Михаила Фридмана, потом чуть-чуть ниже дом Алишера Усманова и жемчужину этого парка, замок, который называется Уиттенхерст, и он принадлежит Андрею Гурьеву. Что-то мне подсказывает, что многие зрители даже и не знают такого олигарха, а он купил, между прочим, второй по размеру дом Великобритании. Больше его дома только Букингемский дворец. Это знаменитый вид. Это же из Ноттинг-Хилла. Да, это вид из Ноттинг-Хилла, это здание называется Кенвуд Хаус, и почему-то считается, что романтическая комедия про Лондон невозможна без подсъема либо этого здания, либо вида с Парламент-Хилл оттуда. Это такой вот прям классический лондонский пейзаж. Ноттинг-Хилл — это кино, где снимался твой хороший знакомый. Хороший знакомый. Я бы мечтала, чтобы он был моим хорошим знакомым. Нет, но это речь, я так подразумеваю, про Хью Гранта. Да. Он является большим поклонником фильма, который сняли про Навального, фильма «Навальный», документального кино. И как человек политически активный сделал очень много для того, чтобы этот фильм показать, разрекламировать и попросить всех за него голосовать, чтобы фильм получал всякие премии типа «Бафта» или «Оскара». А как это случилось? Если коротко, то ты увидела, что он на тебя в Твиттере подписан? Да, я увидела. Я бы мечтала, чтобы у меня была какая-то более романтичная, интересная история нашего знакомства, но нет. Я увидела, что он на меня подписан в Твиттере. Ну, естественно, 10 минут я просто бегала по квартире, кричала, посылала скриншоты мамы и бабушке, ну, типа, посмотрите, кто на меня подписался. А потом подумала, что, ну, то есть очевидно, что он подписался на меня, на Криста Грозева, на Навального. Ну, то есть я поняла, что, конечно же, это из-за фильма. И он человек такой политически очень прошаренный, он, наверное, следит за всей этой политической повесткой. Чуть-чуть расстроил тебя, что и на Навального, и на Грозева тоже? Ну, я это переживу. Okay. Может быть, он от них отпишется же в какой-то момент. И я подумала, что почему бы и нет. У нас был один из первых показов в Лондоне в начале мая, в Сохо. И я подумала, я ему напишу, ну, если вы уже подписаны на меня, и это не палец у вас дрогнул, да, и вы действительно подписались. Приходите 6 мая в кинотеатр в Сохо, будет премьера фильма «Навальный», все будет Q&A, вот это сессия ответов на вопросы. Приходите, пожалуйста. Написала, забыла. Прихожу сколько-то недель спустя на премьеру, стою около кинотеатра, жду, когда подойдут мои друзья, там встречаю и так далее. Ну, ко мне подходит мужчина, говорит: «Мария». Говорю: «Мария, я понимаю, что это Хью Грант». Я совершенно забыла, что... Ну, то есть я даже не то, что забыла. Конечно, я помнила, что я его пригласила, но я не думала, конечно, что он придет. Но он пришел с женой, оказался супер приятным чуваком и с тех пор поддерживает нас.
Ты последние месяцы ездишь по миру и продвигаешь фильм «Навальный», который вы сняли вместе с HBO. Зачем ты этим занимаешься? В чем цель? Цель в том, чтобы имя Навального, как мы стратегически назвали этот фильм, прямо его фамилией, соответственно, именно это имя остается на афишах и во всех анонсах, и по всем телевизорам, чтобы вот это имя Навальный не сходило с первых полос газет, чтобы о том, что его попытались убить, о том, как мы это расследовали, о том, что с ним происходит сейчас, говорили как можно больше и как можно чаще. Потому что мне кажется, точнее даже я уверена, что таким образом мы ему обеспечиваем какую-то страховку жизни, возможно, учитывая обстоятельства, в которых он сейчас находится в тюрьме ВК-6 во Владимирской области. То есть ты считаешь, что публичная огласка, она еще какой-то иммунитет приносит? Разве в 2022 году это не обнулилось? Не обнулилось. Какие-то вещи не обнуляются никогда. Даже в голове такого психопата и нерационального человека, как Путин, все равно происходит какой-то процесс, знаешь, взвешивания плюсов и минусов, там, за и против, там, пробовать убить Навального еще раз или нет. В прошлый раз это закончилось для Путина, да, достаточно большим позором. Весь мир увидел, как смешно и нелепо выглядят те самые зловещие российские спецслужбы. Весь мир услышал голос Кудрявцева. Все смеялись над этим телефонным разговором, который длился 47 минут, и в голове у Кудрявцева не промелькнула мысль, что он разговаривает с Навальным. Все смеялись над Путиным во время его пресс-конференций, когда он как-то очень нелепо отмазывался. И, естественно, если он вдруг решит это делать еще раз, он снова будет взвешивать за и против. И, конечно же, мы делаем все, чтобы цена попытки повторного убийства Навального была максимальной, и чтобы он на это не пошел. Из хронометража фильма чуть ли не четверть часа — это съемки на iPhone. Как я понимаю, твой iPhone. В том числе, когда Юлия Навальная приезжает в больницу в Омске, проходит, ты ее снимаешь. Это съемки мои, Киры Ярмыш и еще нескольких моих коллег. Я все это просто собрала вместе и отправила создателям фильма. В Омске, в Берлине вы уже понимали, что это превратится в документальное кино для какой-то большой американской платформы? Потому что вот когда ты смотришь эти съемки, кажется, что вы уже понимали, что вы что-то с этим сделаете. В Омске? Да. Ой, Юра, в Омске, наверное, последнее, о чем я могла думать в эти часы и в эти дни, это то, что мы будем снимать фильм, тем более для какой-то американской платформы или для чего-то еще. События в Омске — это, безусловно, и с большим отрывом там самое страшное, что я переживала в жизни. И, безусловно, в тот момент не было никаких мыслей о том, чтобы снимать кино. И это все снимала, потому что мне нужны были лица тех людей, которые были там. Мне нужно было потом идентифицировать каждого, кто был в коридоре, каждого, кто нас прогонял, каждого, кто не пускал Юлию Навальную подняться наверх в реанимацию, тех людей, которые почему-то сидели в кабинете главврача Мураховского. Почему-то в кресле главврача сидел не главврач, а какие-то ФСБшники. И лица всех этих людей, все эти события с конкретным временем, да, которое iPhone записывает и протоколирует, все это было нужно для того, чтобы потом расследовать, кто Навального отравил и кто покрывал это преступление, соответственно, был его соучастником. Поэтому, естественно, все, что было снято в Омске, было снято совершенно по другой причине. И, наверное, если бы я думала снимать кино, я бы держала iPhone горизонтально, а не вертикально. Мы в Швейцарии, конкретно в Мерене. Вон там Женева, с Женевским озером и прочей красотой. А вот там Европейская организация ядерных исследований, знаменитый ЦЕРН. То есть где-то недалеко, под землей, адронный коллайдер. Но мы здесь не из-за него, а из-за того, что именно здесь, в начале 90-х, появился первый интернет-сайт.
Его сделал британский разработчик Тим Бернерс-Ли, который работал в ЦЕРНе. Изначально он задумал проект World Wide Web, то есть 3W, для внутренней системы ученых, чтобы упростить поиск информации, ее систематизацию и хранение. Но в итоге в процессе доработки появился первый в истории веб-сайт, с которого началась эпоха свободного интернета. Сайт, кстати, до сих пор доступен вот по этой ссылке. Про то, где и когда появился первый интернет-сайт, мы вспомнили, потому что это интеграция про VPN-сервис Surfshark. С его помощью вы сможете открывать все сайты и приложения, заблокированные из-за цензуры. Еще Surfshark очень актуален при подключении к общедоступным Wi-Fi сетям. VPN шифрует все данные, а специальная функция Clean Web блокирует более миллиона известных вредоносных сайтов и методов фишинга. Surfshark можно использовать и на телефоне, и на компьютере, и на планшете. При этом все девайсы подключаются к одной подписке. Более того, подписка действует на неограниченном количестве устройств, поэтому ей можно делиться с родными и близкими. А если ввести промокод Юрий, то условия будут еще выгоднее. Можно активировать скидку на 83%. Переходим по ссылке в описании, скачиваем Surfshark и пользуемся свободным интернетом без ограничений. Участвовали ли вы в монтаже? Нет, конечно. То есть режиссер, который это снимал, он автор, и он руководил всем монтажом? Безусловно. Если бы он включил в этот фильм, не знаю, кого-нибудь из оппонентов Навального, которые, например, комментировали бы его участие в «Русском марше», там есть про это тоже кусок, или за какие-то другие вещи, у вас не было права вето, вы никак не могли вмешаться? Ага. В этом был договор, в этом была чистота этого эксперимента. Мы контролировали все только до степени того, что ты контролируешь, что ты говоришь, когда камера тебя снимает и когда на тебе висит петличка микрофона. Ты контролируешь, когда ты пускаешь людей, съемочную группу тебя снимать, когда не пускаешь. А дальше это уже все решает режиссер, безусловно. Фильм вышел в начале 22 года? Да, в январе. И многие, кто-то его посмотрел пираткой, и ты очень сильно ругалась на этот счет в Твиттере. Почему? Я не очень сильно ругалась, по-моему, я написала один реплай кому-то. Как-то он резонансно зашел. Безусловно, резонансно зашел, но чтобы фактологически все было корректно, речь идет о реплае в Твиттере от другому пользователю Твиттера. Почему? Была неправа. Если что, я за авторское право всячески. Никакой пиратки, но просто фильм Навальный невозможно посмотреть в России. В этой конкретной ситуации я признаю... Только из-за этого. В этой конкретной ситуации мне абсолютно не стыдно сказать, что действительно была неправа. Здесь есть дом Михаила Фридмана. Да. Там был обыск недавно. Никто этого не подтвердил. Это мое собственное расследование, очень кустарное, которое я сделала в Твиттере. Мария постила план дома. Да, Откуда у тебя план дома? Когда полиция опубликовала пресс-релиз о том, что был обыск у некого российского олигарха или какого-то там очень богатого мужчины, такого-то возраста, конкретно указана цифра, и там еще какие-то дополнительные детали о том, с кем он там вместе был, что нашли и все, и что прочее. Они сопроводили этот пресс-релиз одной фотографией. На фотографии видно людей из какого-то вот этого, я не знаю, из полиции или из агентства, которое занимается финансовыми преступлениями и санкциями. У них вот их спины видно, они как будто в холле какого-то дома. И на фоне все, что видно, это такой фрагмент камина, картина над ним, и какой-то вот остаток интерьера. Да, то есть пустое помещение, похожее на холл. И так как Фридман подходил по возрасту, и я понимала, что в интернете можно найти поэтажные планы его дома. Так это просто устроено, можем углубиться в эту тему, я объясню, где конкретно это ищется, но вот можно. То я решила просто на удачу попробовать найти вот этот вот коридор, в котором это снято, этот холл, потому что было 2 или 3 штуки, за которые можно зацепиться. Камин, форма дверного проема и лестница, уходящая вверх. Я нашла поэтажные планы дома Фридмана. Посмотрела на первый этаж, потому что, скорее всего, ты заходишь с первого этажа, да? Посмотрела, какие есть входы, и вот один единственный вход подошел по форме и по организации пространства. И из этого я сделала вывод, что эта фотография сделана именно там, но, соответственно, обыск был у Фридмана. Где можно найти планировку домов? Ее можно найти на сайте района, в котором этот дом стоит. Вот этот район так широко попадает в... по-моему, этот называется Бора, я не знаю, как правильно, это как округ,
да, какой-то. Называется Camden. Ты заходишь на сайт Camden и ищешь по индексу или по названию дома все запросы на перепланировку. Эта информация абсолютно публичная, и если ты трогал у себя дома хоть что-нибудь, вот хоть менял, допустим, окна или дверные проемы, или менял, там, я не знаю, кладку около гаража, или пилил дерево, например, все это нужно сопровождать документами, запросами, ждать несколько месяцев, пока тебе это подтвердят, и все это публично. Учитывая, что вот этот дом, который Фридман себе построил, он его именно построил, там ничего не было практически от старого, только коробка. Там, естественно, среди тысяч документов, которые выложены об этом доме, там, естественно, есть поэтажный план. Там все настолько там подробно, что можно посмотреть, какой там плиткой и мозаикой у него вымощено, что в какой комнате. Вот это вот прозрачность и открытость информации. Вот это большой брат просто врывается в твою спальню. Ну, как бы не хочешь, не ремонтируй. Ужас. Люди посмотрят, скажут, вот она, свободная Европа. Никакой свободы тут нет. Что с Навальным сейчас? Он постоянно в ШИЗО. Как что это выглядит для вас? Это выглядит как форма пытки. Это выглядит как издевательство администрации колонии, как достаточно осознанный план администрации колонии, ФСИНа, администрации президента, самого президента. Плана сделать жизнь Навального невыносимой. И это не просто про ШИЗО. Да, просто ШИЗО для Навального — это позапрошлый день. Сейчас они начали просто издеваться даже в рамках незаконного заключения в ШИЗО. К нему подселили в ШИЗО второго человека, которого используют как бактериологическое оружие. Ну, то есть это звучит странно, но это ровно так. Человек изначально, видимо, он жил на улице, и какая-то у него там не очень такой бэкграунд, у него не совсем хорошо с личной гигиеной, скажем так. А я напоминаю, что находятся они в малюсенькой комнате, да, у них один туалет, дырка в полу на двоих, и быт, вся их жизнь разворачивается в помещении площадью там, в 2 раза, как этот ковер, или в 2 раза меньше. 3 на 2,5 метра, что-то такое. И, естественно, сожительство с человеком, который там не соблюдает элементарные правила гигиены, это так себе. Но вроде как бы, насколько я понимаю, Навальный каким-то образом уговорил своего сокамерника там как-то получше всем этим заниматься, но потом они придумали новую штуку. Они теперь этого несчастного чувака, который сидит с Навальным, раз в несколько дней увозят в больницу, где он проводит несколько суток, окруженный людьми, которые болеют, я не знаю, туберкулезом, или просто, может быть, там, коронавирусом и всеми другими возможными вирусами, которые только есть. А потом его возвращают и опять подселяют к Навальному. Потом опять забирают в медсанчасть, потому что человек не болеет. А потом опять подселяют к Навальному. И, соответственно, из-за этого, в том числе, Навальный заболел недавно, и прямо сейчас он болеет, у него лихорадка, у него высокая температура, никакого лечения ему не предоставляют. Его, в отличие от его соседа, не возят в больницу, чтобы он там был. А параллельно с этим в помещении напротив, в ШИЗО, сидит психически нездоровый человек. Давно сидит уже. И каждую ночь он орет, лает, воет и делает, ведет себя так, как ведет себя глубоко больной психический человек, который по определению не может быть в ШИЗО. А теперь сложите все это вместе. Да? Болеющий Навальный, один сосед с тобой в камере специфический, напротив всю ночь кто-то лает и воет. Это вписывается в рамки исправительной колонии. Да? По-моему, нет. По-моему, это уже какое-то абсолютное безумие, которое придумано просто для того, чтобы уничтожить в Навальном желание жить фактически. Как вы это все узнаете оперативно? Кто-то из его адвокатов, получается, постоянно живет во Владимирской области? Насколько я знаю, там никто не живет, они ездят его навещать, а потом рассказывают нам, плюс Несколько раз в неделю? Да, плюс мы переписываемся по ФСИН-письму. То есть от него можно получать несколько строчек. У Навального очень мало времени, чтобы отвечать на эти письма, потому что ручку и бумагу ему разрешают только на 30 минут в день.
Поэтому вот мы общаемся в формате там 2-3 строчек, и я не знаю, то есть вот я присылаю ему текстовую версию расследований, которые мы делаем. Потом через несколько дней или неделю получаю ответ: вот это классно, вот это круто, здесь не докрутилось, здесь надо было так. Самое большое здание, не считая Букингемского дворца, в Лондоне или в Англии? Мне кажется, что в Великобритании. Прошу прощения. Прошу прощения, Великобритании. Это Гурьев. Кто это? Никто не знает толком, кто это. Чувак был абсолютно ниже всех радаров всю жизнь. Например, он лет 10, если я не ошибаюсь, был сенатором в Совете Федерации от Мурманской области. Так. Кто-нибудь слышал, кто-нибудь знает, какой Гурьев, какой сейчас? Никто, гарантирую, никто. И это дом, который реконструировали около 10 лет. За эти 10 лет ремонта оброс какими-то самыми безумными легендами, которые только бывают. Изначально он принадлежал какой-то английской аристократии, там были какие-то безумные вечеринки с членами королевской семьи и все прочее. Потом он какое-то время принадлежал кому-то, по-моему, из семьи Асада, а потом его... Башара? Да. А потом его покупает некая фирма, офшор, с каких-то экзотических островов. И на протяжении нескольких лет все абсолютно гадали, что это. И потом эту офшорную историю, этот офшор раскопал в результате журналист из Нью-Йоркера и написал очерк, где было рассказано о том, что русский владелец этого дома — это абсолютно никому неизвестный Андрей Гурьев, о котором знаю, что он сенатор и что он возглавляет, что он главный акционер Фосагро. Все. И я помню, когда я узнала, что еще до публикации, что это Гурьев, я была очень разочарована. Потому что, если честно, я не знала, кто такой Гурьев. Ага. А разочарована почему? Потому что я думала, это Путин. Это, я не знаю, может быть, секретный ребенок Путина, или жена, или Алина Кабаева, или кто-то вот из наших вот героев, да, дорогих. А это оказался какой-то вот такой очень скромно одетый, в таком костюмчике с усами, с такими вот в очочках человек, у которого, несмотря на то, что он сенатор, никакого публичного имиджа абсолютно нету. Вот просто гуглишь, и ничего не приходит. Но он на самом деле жутко интересный персонаж, и его только вот расследовать и расследовать надо дальше. Потому что другие 20% акций Фосагро это крупнейший в России добытчик и экспортер фосфатов. У них горно-химический комбинат в городе Кировском Мурманской области называется «Апатит». Такой это очень известный там градообразующий фактически градообразующее предприятие. И другие 20% в этой фосфатной империи принадлежит научному руководителю Путина, ректору Санкт-Петербургского горного университета Литвиненко, его фамилия. И он не только его научный руководитель, то есть Путин писал свой диплом под его началом, а, соответственно, потом уже кто-то много раз, мне кажется, доказывали, что диплом был списан и так далее. Они тогда подружились, и Литвиненко 3 раза возглавлял предвыборный штаб Путина на выборах. И каким-то образом у ректора горного университета оказывается 20% крупнейшего российского предприятия, и несколько лет назад он официально вошел в рейтинг Forbes, ректор, профессор, как долларовый миллиардер. И долю эту, абсолютно загадочную, необъяснимую, ему отписывает этот самый Гурьев. Поэтому роль этого незаметного джентльмена, я думаю, очень недооценена. И мы еще когда-нибудь узнаем, что там какие-то у них были схематозы, и, возможно, это, я не знаю, доля Путина, Фосагро. Я не исключаю этого. Думала ли эта очаровательная собачка о том, на фоне каких разговоров она снимается сейчас? Я прямо сейчас всех призываю в параллельном окне открыть YouTube и забить туда название этого дома. Я зритель достаточно искушенный. Я видела много домов, дворцов и всего прочего с воздуха, с дронов, когда мы их снимаем. Когда я увидела, что происходит там, за забором, я буквально не могла поверить, что так бывает. Когда ты идешь по улице, по кромке парка, и ты видишь там махонький кусочек из красного кирпича, который похож на традиционный английский классический дом, думаешь, окей, там, погуглил 25 спален. А что сделал Гурьев там? Он под гигантским домом на 25 спален вырыл
подвал площадью, по-моему, там 4000 квадратных метров. И как бы вот этот вот старый английский дом оказался, знаешь, как торт бывает такой в несколько слоев, он оказался просто типа вот верхушечкой, а внизу он настроил какие-то полные, абсолютные безумства. Там какие-то гаражи на 25 машин с лифтами, сауны, бассейны, дома для, вот какие-то тоннели для прислуги, потому что это же тоже все можно посмотреть по открытым источникам. Ну и что? Это же его Что, ну и дом. что? Ты с какой-то такой оценкой говоришь про то, что он прорыл себе... Как? Ну и что? Ты был в Кировске? Нет. Вот. Но я понимаю, что собой представляет Ты понимаешь, Кировск, куда я клоню, да? Ну, то есть это невероятно красивые места, во-первых. Да, то есть там же озеро, это красиво, горы вокруг, Хибины, да, ну, то есть Норвегия наша, там, Канада, Швейцария, То, озеро что и так могло бы далее. быть Норвегией, да. И, значит, там вот стоят эти абсолютно сирые и убогие пятиэтажки, аварийные, в которых почему-то до сих пор живут люди, хотя Путин давно обещал расселить аварийное жилье, в котором там главная достопримечательность в городе — это какое-то там, я не знаю, здание музея Фосагро, выполненное башенкой, как Биг Бен, они его называют Биг Бен. Да, и средняя зарплата соответствующая, и уровень жизни соответствующий. И я не понимаю, почему люди, которые работают на Гурьево там, в Кировске, в Мурманской области, живут так, а сам Гурьев живет вот так, с настоящим Биг Беном. Глубоко несправедливо, разделяя как бы все возмущение вот по этой связке. Ну да. Вот. Просто мне показалось, что я услышал, что оцениваешь как бы стилистику. Нет, ну, Типа, ну, как бы это... типа предъявляешь за вкус. Нет, а это нет, ну, слушай, такая. тут каждый хозяин что хочет, то и делает. Но не кажется ли тебе, что вот такая социальная несправедливость, когда есть человек, который руководит крупным бизнесом, особенно связанный с ресурсами, а его работяги живут совершенно по-другому, это не только проблема России, но и куча стран, в том числе цивилизованно-капиталистического мира. Проблема не в этом. Проблема не в том, что он, как хозяин бизнеса, богатый, а люди бедные. Проблема в том, что он у нас на ресурсах природных зарабатывает миллиарды, приватизировал на советском приватизированном предприятии, сколотил себе безумное состояние на российских недрах, записав это все там на офшоры, не заплатив налоги, я уверена, оптимизируя все прекрасным образом. И деньги эти потратил даже не в России, он даже не удосужился потратить их в России. А привез сюда и потратил, сколько там, по-моему, там 300 или 400 миллионов фунтов на реконструкцию этого замка. Вот в этом моя проблема, а не в том, что один богатый, другой бедный. Ну почему? Там нас ограбили и привезли сюда. Это неправильно, так быть не должно. Согласен со всем, но вы же много летали по Лазурке? Да. Можно ли на Лазурном побережье найти человека, у которого завод в Питтсбурге, а дом себе летний он купил на Лазурке? Такое же тоже есть? Ну, наверное, есть, да. Еще есть очень много случаев, когда, я не знаю, что-то у них там в какой-нибудь Саудовской Аравии или где-нибудь на Ближнем Востоке или еще что-то. Ну, это плохой пример. Это все-таки... Нет, я все-таки хотел взять какой-то, там, условно, западный мир, да, то есть мир, где там демократия и все остальное. Мне казалось, что это общераспространенная история. Еще, контекст, очень важен контекст. То есть мне... Это, наверное, неправильно так рассуждать по отношению к другим обществам, но тем не менее, все равно как бы накал не одинаковый. Когда есть такой олигарх в Соединенных Штатах Америки или в Великобритании, где все-таки средний уровень жизни находится на каком-то вменяемом уровне, скажем так. Он тоже, слушай, не надо никаких сказок. Там, естественно, здесь люди не как Скруджи Макдаки купаются в бассейнах с деньгами. Но это одно дело. А когда расслоение приобретает такой масштаб, который это приобретает в России, вот это проблема. Поэтому, возможно, олигарх из нищей России меня бесит больше, чем олигарх из какой-нибудь более обеспеченной страны. Как будто здесь даже есть какая-то связь между всем этим. Мой главный вопрос к Великобритании. С одной стороны, они против Путина, жестко с ним борются. С другой стороны, самые богатые районы Лондона заполнены людьми, которые украли в России и здесь живут.
чиновники, которые вообще никогда не могли так зарабатывать. Да. Вот, то есть ни по какой схеме. Как одно с другим сочетается? Почему там куча даже людей, которые туристами сюда приезжают, они на визовом контроле должны давать там 16 объяснений, почему они сюда приехали, хотя они приехали в музей Гарри Поттера, а кто-то тут может покупать недвигу и все остальное? Потому что Лондон очень хотел стать столицей для богатых людей, столицей всего мира. Они хотели стать домом для всех обеспеченных людей со всего мира настолько сильно, что они были готовы закрывать глаза на какие-то вещи, на которые закрывать глаза не стоит. И это не баг, это фича, это так придумано, это такой дизайн и специально придумано. Такая вот странная система, когда если у тебя есть деньги, и даже если ты не олигарх, ну вот условно у тебя есть, я не знаю, несколько сотен миллионов долларов, ты можешь за маленькую часть этой суммы купить себе здесь новую жизнь. До последнего времени британский паспорт стоил в районе 1,5 или 2 миллионов фунтов. Сделано. Потом... Легально? Конечно. Ну, как золотой паспорт Кипра или Черногории. Да, все так. Потом, начиная от определенного количества денег, можно открыть себе счет там, в специальном банке. В специальном банке тебе помогут там же, на месте, выбрать, где ты хочешь себе офшорный счет, например, или фирму свою зарегистрировать на Кайманах, на Багамах, там, в Джерси, Гернзи или где-то еще. Целый набор. Или на Гибралтаре. Да, все это там так или иначе подконтрольной британской короне юрисдикции. Там же тебе помогут организовать свои налоги так, чтобы ты и в России не платил ничего, и здесь не платил ничего желательно. Какой-нибудь там специальный статус организуют, так вот твои активы разбросают по миру и оформят, что ты как бы нигде. И все эти услуги доступны после определенного количества денег, которые у тебя есть в кармане. А для людей обычных, естественно, Лондон — это просто там жутко дорогой город, в который очень там сложно получить визу, да, британскую, чтобы приехать, где тебя будут допрашивать на паспортном контроле, и все кажется достаточно недоступным. А тут Путин и его сторонники задают вопрос. А какое право тогда вы имеете вообще кого-то учить, если у вас у самих такая легализованная коррупция? Ну так британцы же признали свою ошибку. Последние несколько лет произошел самый масштабный откат всех этих законов и правил, которые способствуют коррупции. Все они откачаны назад. И за последние несколько лет Британия стала одной из самых прозрачных юрисдикций. И для меня, как для человека, который занимается расследованием, да, это одна из самых удобных стран с точки зрения поиска активов, с точки зрения, какую информацию они раскрывают, и с точки зрения того, что здесь доступно, да, какие документы, какие справки и все прочее. А совсем недавно они вообще приняли новый закон, который положит конец анонимному владению недвижимостью. То есть, на самом деле, сейчас, если мы посмотрим вокруг, все вот эти вот замечательные, там, не знаю, что это, бывшие конюшни или еще что-то, они в большинстве своем принадлежат фирмам, которые зарегистрированы черт знает где. Ну, то есть просто, забудьте все, увидел там название какое-то, да, рога и копыта с Сейшелов или Кайман. Да. Но этому придет конец, насколько я понимаю, совсем быстро, потому что прямо появится дополнительная строчка в Росреестре британском, в котором на кадастровой карте, где будет подписано, кто является бенефициарным собственником этой недвижимости. То же самое они сделали с фирмами. Теперь как бы все офшоры раскрывают своего собственника. Они как бы движутся в правильном направлении. Ну, по-простому. Вот, например, если я там чиновник из Костромы, да, который захочет купить себе в Майфэре квартиру за там 4 миллиона фунтов, да, я смогу так сделать? Наверное, все еще сможешь. Потому что, к сожалению, слова здесь очень часто расходятся с делом, и не поспевает законодательство за тем, что политики произносят с трибун. Но, тем не менее, тот факт, что хотя бы начали произносить с трибун правильные слова, а это началось очень недавно, тот факт, что начали задавать вопросы, тот факт, что, я не знаю, допустим, появились наконец-то финально вопросы к лорду Сибирскому Лебедеву, да, который сидит здесь в... Александр Лебедев. Да, нет, сын его, Евгений, да, который здесь лорд. И это все подсказывает, что движение в правильном направлении есть, и проблема хотя бы признана. Это не значит, что она будет скоро решена, но признание проблемы — это уже лучше,
чем непризнание проблемы, и чем то, что происходило здесь в начале 2000-х, когда на Трафальгарской площади проходила русская зима, и, я не знаю, там выступали все, вот те, кто сейчас зигует на концертах патриотических, все они выступали здесь, колонну с Нельсоном окрашивали в цвета русского флага, все раздавали блины и говорили: русские деньги, дайте нам побольше русских денег, мы хотим русских денег. Потребовался Крым, Солсбери, отравление, да, в Солсбери, и война, чтобы они наконец-то начали это менять, ну или хотя бы провозглашать другую концепцию, другое видение того, чем должен быть Лондон. Была признана проблема того, что эти деньги вредят экономике Великобритании, что они исказили рынок недвижимости здесь до безобразия. Обычный человек не может здесь позволить себе, ну просто вот целиком за полную сумму, да, купить квартиру, и уж тем более не в центре. Это ненормально. Ненормально, что дома пустые стоят. Ты знаешь, что в Лондоне столько пустой недвижимости, купленной олигархами, в том числе российскими, ее общая стоимость равна стоимости всей недвижимости в Ливерпуле. Ох. Ну, вот. Потому что Ливерпуль большой город. Да, Ливерпуль крупный город. Ну, то есть... А это правда, что адрес Шерлока Холмса на Бейкер-стрит принадлежит семье президента Казахстана? Да, это какое-то, мне кажется, расследование было. Назарбаев. Это было не наше, очевидно, расследование. По-моему, один из консорциумов это делал расследование. Конечно, и это такая достаточно распространенная вещь. И среди постсоветского пространства, конечно, люди очень любят, коррупционеры любят не просто недвижимость дорогой, но и с фишечкой, с историей. У Шувалова здесь в квартире его, которая это уже наше расследование, которая располагается в бывшем здании Ми-5, по-моему, прямо вот в плевке от Даунинг-стрит, номер 10, да, от резиденции премьер-министра, и с, наверное, самым умопомрачительным видом, который можно представить на Темзу, на парламент, на Лондон Ай, вот это, да, колесо обозрения. Конечно, не просто так бывший вице-премьер Шувалов выбрал это место, а просто потому, что это вот статусно. Это круто. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в конце 2021 года сказал: если мы возьмем 8 ближайших людей Навального и начнем изучать их биографии, у некоторых людей эти биографии стерты ластиком. Мы не можем найти их следов пребывания до того, как они стали сторонником Навального. Есть ощущение, что это в том числе про тебя? Есть, да. Поэтому хочется заполнить то, что стерто ластиком. И я хотел бы позадавать тебе какое-то количество простых вопросов. Что-то ты уже рассказывала, поэтому я буду коротко про это. Вот. Ты просто поправляй, если это не так. Хорошо. Ты родилась в Зеленограде. Да. Закончила школу экстерном. Все правильно. И поступила на соцфак МГУ. Угу. Ты хотела в журналистику, но родители говорили, что это довольно бесполезный факультет, и вы выбрали что-то компромиссное. Да. Ты пошла на соцфак. В каком году ты поступила? В 2003. В 2003. Мы поступили одновременно с тобой, получается? Вот видишь, мы могли бы быть однокурсниками, если бы я не послушала своих родителей. Да. Когда я поступил, про соцфак рассказывали, что это новый факультет был относительно. Ну, ему было больше 10 лет точно в тот момент. Но про него была репутация, что это факультет, куда богатые родители приводят своих детей. И там что только не рассказывали, что там для многих девчонок вот каждый выход в универ — это просто выход в свет, который предполагает там новое платье и все остальное. Я ни разу не видел этого живьем, поскольку я на Воробьевых горах практически не бывал. Но репутация такая была. Насколько она верна? Абсолютно. То есть там были дети богатых людей? Да, в основном, преобладающем в своем количестве. Да, туда было невозможно поступить без взятки, на бесплатное. Ну, то есть это была странная такая аномалия. На соцфаке и на нескольких других факультетах МГУ в это время царила достаточно хорошо организованная система поступления за деньги. Она работала как машина, как абсолютный конвейер. Ты идешь писать вступительные экзамены, сидишь в поточной аудитории, да, где-то там на химическом или на биологическом факультете, пишешь свое сочинение или математику, да, надо было сдавать на соцфак. Потом выходишь оттуда, и всех абитуриентов как бы разбивают на 2 потока. И одни идут домой и готовятся к следующему экзамену, а других, тех, которые заплатили взятку, сажают в специальный автобус и везут в соседнюю школу там, через дорогу
переписывать только что написанный экзамен. А потом, видимо, те бумаги приносят обратно экзаменационные, и человек поступает таким образом за деньги на бесплатное. Туда можно было поступить на платное все-таки было платить не нужно. Туда можно было поступить на вечернее там тоже не надо было платить взятки. Поэтому там, безусловно, был некий процент людей, которые не были детьми супербогатых родителей, родителей, которые дали взятки и все прочее. Те, кто оказались там относительно случайно, как я, или думали, что там действительно преподают, потому что, слушайте, это хорошее описание у соцфака хорошее. Это звучит как прекрасное место, чтобы изучать социальные науки. Если ты хочешь работать в маркетинге или в рекламе, или быть социологом, что не было так абсурдно в 2003 году, это не было самой плохой идеей. А если ты хочешь изучать политологию, государственное управление, все эти кафедры были там. То есть все на бумаге выглядело нормально, но на стадии исполнения рушилось полностью. Конечно, нет, на соцфаке было небольшое количество людей, которые были абсолютно прекрасными, очень умными, очень интересными, и часть из которых до сих пор являются моими близкими друзьями. На сайте «Холода» есть большой необычный профайл про тебя и про одного из твоих однокурсников, который сейчас стал премьер-министром так называемой ДНР. И там есть фраза от одной из твоих сокурсниц, цитата из текста. «На соцфаке Певчих, как вспоминает одна из ее однокурсниц, всегда выглядела хорошо и нескрываемо дорого. Но в остальном стереотипам про обеспеченных детей не соответствовала. Она была богата, но при этом ее всегда тянуло к умным, тусовалась она с умными ребятами». Сколько здесь правды в этой цитате? Все, кроме части про богатство и элегантную одежду. Это было очень далеко от правды. Когда вышла эта статья, мы с моими подругами, с однокурсницами начали обмениваться фотографиями с того времени и очень-очень много смеялись. Вот одна из них. Я не обещала тебе это. Которая висит на сайте МГУ. Вот, так что это открытый доступ. То есть это не так? Нет, эта часть не соответствует. А часть про то, что я тусовалась и тянулась к умным однокурсникам и однокурсницам, конечно, да, но как еще выжить? На 3-м курсе ты решила уехать в Лондон. Как только мне исполнилось 18, да, потому что до 18 уезжать учиться за границу – это не классная идея. Нужно куча документов, каких там не только разрешения от родителей, но еще бюрократии, очень много. Но я дождалась 18 лет. Поступила в Лондонскую школу экономики и уехала. Сколько это стоило? В мое время, по-моему, год обучения в LSE стоил 1012 фунтов в год, мне кажется. 11-12, что-то такое. Угу. А с общагой и всем остальным сколько выходило, не помнишь? Сложно вспомнить. Общага была совсем недорогая. Общага была в районе 80 фунтов в неделю. И это была общага, не отдельно? Да, я все время прожила в общежитии, конечно. Это обучение оплатил твой папа? Да. Расскажи, кто твои родители? Моя мама на пенсии уже. Папа... Сложно отвечать, что такое, кто такие. Чем они занимаются? Мама на пенсии, и папа работает, насколько я понимаю, в каких-то околонаучных стартапах. Они в разводе? Да, давно. Уже давно. Но на тот момент они были вместе? Какой год? 2000... Они разошлись уже к тому моменту. Я не знаю, был оформлен развод или нет, но уже жизни были организованы отдельно. Это был сложный разговор с родителями, когда ты объясняла, что после 3-го курса я хочу оставить МГУ и уехать в Англию? Нет, это был супер простой разговор. У меня очень либеральные в этом плане родители, и мне, кроме журфака МГУ, никогда ничего не запрещали прямо так. А наоборот, даже всегда как-то подталкивали, предлагали все опции. И, конечно же, они самый большой вклад сделали, они оплатили эту учебу. Они никак не участвовали в том, чтобы они не подсказывали мне, куда ехать, какой университет выбрать. Это я все нашла сама. И когда нашла, и когда поступила, они с огромной поддержкой к этому отнеслись. И всегда так было. И мне кажется, что тут... то есть это не было никаким каким-то сложным вопросом, и плюсы от этого были заметны абсолютно всем. Я, естественно, делилась тем, что происходит на соцфаке, и своим недовольством. И к 3-му курсу уже стало понятно, что не выправится. Объясни, в чем недовольство? Атмосфера, знаешь, она была похожа
на то, что случилось с Россией со всей потом. У меня как будто был такой небольшой превью, значит, пробник, да, того, что будет дальше. У нас был очень коррумпированный декан Добреньков, который там заставлял покупать свои книги. Методички. Не методички, даже какие-то там 9-томники под названием «Социология», которые целиком состоят из плагиата, это доказано. Он выглядел и вел себя, как, знаешь, такой настоящий махровый единорос. Заходишь на его этаж, висят длинный коридор, хорошо отделанный, в отличие от всего остального факультета, висят портреты, висят какие-то грамоты, вот и он восседает. Качество образования было ужасное. Вымогали взятки. Никому из-за всего этого... Учащихся. Да. Это достаточно странное ощущение, когда ты... Ну, ты мелкий, ты молодой, ты ничего особенно не понимаешь. И взрослый, авторитетный человек к тебе подходит там, и явно намекает на то, что, чтобы получить хорошую оценку, надо каким-то образом его умаслить, каким-то образом там что-то предложить. И это мерзко, это противно. Но даже не это было основной проблемой. Основной проблемой было то, что ценности и знания, которые там прививали, не имели ни малейшего отношения к тому, что нравится мне. Я туда пошла изучать социальные науки. Я думала, мне будут рассказывать про политологию, про историю, про философию, про какие-то такие вещи. А мне рассказывали абсолютно вот по путинскому темнику, да, про Америку, которая против нас, про заговоры, про холодную войну, которая на самом деле продолжается, и американские там, корпорации, Сорос и все остальные на самом деле пытаются разрушить Россию изнутри. Про какие-то абсолютно дремучие и древние ценности, абсолютно неправильные, некорректные вещи про религию, про роль женщины и про все это. Это, знаешь, это создавало очень гнетущую атмосферу. А мне, как человеку, которому вообще учиться нравится, и я абсолютно искренне изначально стремилась к знаниям, мне эта тема, мне эта наука интересна. Я встала перед выбором, что либо я меняю место учебы, либо я смиряюсь на всю жизнь с тем, что я остаюсь де-факто необразованным человеком. Когда ты переезжала, и твой папа оплачивал тебе обучение, кем он тогда работал? Тогда он работал в Краснодарском крае. Он жил тогда в Геленджике и управлял сетью, небольшой сетью из нескольких гостиниц старых советских, которые чуть-чуть переделали, сделали получше. Ага. И вот он управлял всем этим хозяйством в Геленджике и где-то там вот еще в соседних местах на побережье Черного моря. Он был наемным работником или партнером? Он был наемным работником, который в процессе получил какую-то в этом долю. Ага. Как богато вы жили тогда? Ну, то есть это был средний класс, это upper средний класс. По сегодняшним меркам это средний класс. По меркам 90-х, естественно, это казалось, ну, по сравнению с тем, как жили все остальные в 90-е, конечно, чувствовалась разница. И, конечно, мы жили достаточно обеспеченно. Да? В семье всегда были машины, мы всегда путешествовали, ездили в отпуск. Вот такие вещи, как учебу, мне могли позволить себе оплатить. Но вот, грубо говоря, тогда это казалось каким-то действительно там из ряда вон ситуации. Но сейчас, если мы посмотрим, перенесем вот нашу семью в сейчасшнее время, это средний класс классический, может быть, его верхняя, грубо говоря, верхний квартиль. Что такое образование в Англии, на твоем примере? Это совершенно не похоже на образование в России. Оно устроено так, что студент гораздо более самостоятельным. У тебя сильно меньше занятий. Вот эту тему с тем, что ты приехал на 5 пар и тусуешься целый день в университете, между парами, там, я не знаю, пьешь кофе, бежишь на следующую и проводишь так весь день. В Англии такого абсолютно нету. У тебя, по-моему, 8 часов занятий в неделю, и все. 4 семинара, 4 лекции. Это по 1,5 в день? Иногда по 2, иногда ни одной. Извини сейчас. А чему можно выучиться при таком графике? При таком графике можно выучиться очень многому, потому что на первом же каком-нибудь семинаре или лекции тебе выдают вот такущий список литературы, который нужно прочитать. Если ты его не прочитаешь, то ты на следующем семинаре окажешься абсолютно бесполезным и не сможешь поддерживать дискуссию, не сможешь участвовать никак в происходящем и будешь чувствовать себя достаточно тупо. Ага. Поэтому все читают. И очень развита система того, что ты отсидел свою лекцию 1,5 или 2, а потом ты просто идешь в библиотеку.
И библиотека является точкой социального притяжения. Это место, где готовятся к экзаменам, это место, где готовятся к занятиям, это место, где люди просто тусуются и проводят время. Мне кажется, с абсолютным большинством своих друзей я познакомилась в библиотеке. И это звучит ужасно. Я себя чувствую ужасно и ботаншей, когда я это произношу. Но это так, потому что это было самое веселое, самое тусовочное место. Оно было открыто 24 часа в сутки. Там можно было прилечь, там можно было вздремнуть. И здание библиотеки Лондонской школы экономики, оно еще там достаточно интересно архитектурно и классно построено. И вообще и количество книг, которые там есть, тоже очень сильно впечатляет. Это одна из там, самых больших библиотек про социальные науки с трудами об этом. И вот как-то так через это ненавязчивое интегрирование студентов в учебу выясняется, что знания усваиваются лучше. Ну и еще, конечно же, большая часть учебы в Англии – это то, что происходит вне учебы. Наверное, не так, как в Америке, где все эти спортивные сообщества и сообщества по интересам совсем братство и сестринство расцветают. В Англии немножко по-другому, но тем не менее, все равно на первых 2 неделях учебы проходит ярмарка, где ты идешь по длинной улице, а перед тобой стоят стенды разных сообществ, которые тебя приглашают. Интересуешься русской литературой? Пожалуйста. Интересуешься... Вот, буквально. Кружок. Кружок, да, типа кружок. Dead Poets Society. Ну, да, типа того. В основном очень много спортивных. И было очень, ну, то есть, как бы спортивный этот кружок, который включал в себя весь спорт. То есть вместе тусовались, куда-то ездили и футболисты, и те, кто катается на кайтсерфе, и те, кто катаются на лыжах, и те, кто катается на сноуборде. Это вот, это называлось Athletic Union. То есть все чуваки, которым нравится спорт, у них, допустим, не только совместные поездки куда-то, какие-то совместные мероприятия, но и да, там, одна и та же конкретная дискотека, на которую все ходят в среду. И если ты там не появляешься, и если ты не часть всего этого, то, конечно, ты, типа, ты теряешь с точки зрения студенческого опыта, который ты можешь приобрести. Национальных очень много таких сообществ, любых, русские, украинские, немецкие, французские, на любой вкус. Что-то связанное, я не знаю, там, с путешествиями, что-то связанное с экономикой, естественно. И ты как бы набираешь, как из меню, себе эти сообщества по интересам. И вот через это, через общение вне учебы, в библиотеке, вот на таких мероприятиях, на лекциях, которые там непрерывно происходят, публичные, ты и вот погружаешься в эту студенческую жизнь, и на самом деле учишься так. Тиньков рассказывал, у него дети тоже учились за границей, и мы его спрашивали о том, в чем разница, и он сказал, если коротко, у нас списывают, там нет. Конечно, свет. То есть, типа, списать нет? Вообще нет. Просто, ну, то есть это мало того, это, что... это, типа, наказуемо именно преподавателями, или это даже договор между студентами, что это западло? Это наказуемо с точки зрения оценок, это проверяется с помощью специального какого-то софта, и это социально порицаемо. Ну, то есть ты лох, если ты списываешь, абсолютно точно. Ты закончила ЛСИ и вернулась в Москву? Да. Доучиться на ЦУФАКе? Все так. А зачем? Ну, как-то нужно второй диплом получить, доучиться, закончить дело. Я человек в Лондоне это ответственный. полноценное? Да, у меня бакалавриат, у меня фактически 2 бакалавриата. Я не знаю, как 5 лет в МГУ это что. Ну, это специалитет у нас называется, но статус, мне не очень понятно, как это сравнивать. Ну, вот у меня фактически просто 2 полноценных, разных высших образования. Ты вернулась, доучиться 2 года. Да. И ты писала диплом у Александра Дугина. Да. Какая тема диплома у тебя была? Этносоциологический портрет современной Великобритании. Прости за разочарование, и что это не какой-то зигующий нации диплом, он был абсолютно обычным. Как Александру Дугину могло быть интересна такая тема? Ему это было достаточно интересно, насколько я понимаю. В том числе потому, что как-то так исторически сложилось, что в Лондонской школе экономики существует такая большая, я условно назову кафедра. Вот там прям есть центр изучения наук о нациях, национализме, этнических конфликтов и всего прочего. И огромное количество людей, чьи труды проходят на соцфаке в МГУ, преподавали или писали свои дипломы в Лондонской школе экономики. Исторически вот просто так получилось. Поэтому Дугин прекрасно знал мой университет.
теория, главная теория Дугина. Есть Heartland, а есть Римленд. И это в зависимости от географического положения страны. Они будут всегда противодействовать. Цивилизация океана и цивилизация Земли. Да, вот. И он таким образом, у него весь англосаксонский мир идет в одну категорию, а Россия является центром цивилизации, которая должна конкурировать, соответственно, с Америкой. И поэтому, и, собственно говоря, все эти истоки и вся эта терминология, которую Дугин взял и переработал, ну, потому что дугинская наука на самом деле достаточно вторична сама по себе. Да? То есть его теории не имеют большой научной ценности, потому что он взял то, что он называет евразийством, на самом деле это большая мешанина разных теорий. В том числе это все очень сильно базируется на... Был такой чувак, географ, создатель геополитики, Маккиндер его звали. Он был директором Лондонской школы экономики, и он один из первых людей, которых Дугин упоминает в своих лекциях. Да, то есть Дугин был абсолютно в курсе того, где я училась, ему было интересно про это. Он меня спрашивал, что там преподают, как это выглядит. И поэтому и диплом, как бы он не, по-моему, даже, мне кажется, он сам предложил эту тему, если мне не изменяет память. Ну или как минимум из нескольких предложенных мной выбрал ее. И еще и 5 мне за него поставил. Дугин же, он был таким мемом к тому моменту. Еще не было никакого этого... Не было этой страшной украинофобии, фашизма, антисемитизма. То, что проповедовал Дугин, было даже когда-то весело и смешно. Он писал какие-то доклады по песням Кати Лель, анализировал их содержание, по песням Тани Булановой. Он на лекциях рассказывал, что всем туристам надо выдавать паспорт идиота, потому что только идиот может заниматься туризмом. Он говорил, что серферов надо уничтожить как класс, потому что их белые зубы и золотая кожа являются полной противоположностью от того, что нужно русскому человеку, русской душе и нашему Хартленду. То есть он был такой достаточно прикольный, веселый псих, очень атмосферный, который носил длинную бороду, одевался во все черное, врывался в эти лекционные залы, там смело рисовал какие-то безумные схемы. Они есть, эти знаменитые фотографии в интернете того, как Дугин объяснял свои лекции. И ты приходишь к нему и, понимаешь, после какого-нибудь дурацкого бюрократа, который тебе по учебнику социология рассказывает какие-то определения, вот у тебя есть такой странный, очевидно, психически не очень вменяемый, но такой харизматичный, странный чувак, который в тебя, 18-летнего или 19-летнего тебя кидается словами, как, я не знаю, он такой, ризома, намахия, темный логос. Юра, что ты думаешь про это? Вот. Темный логос. Дизайн. Как Дугин объясняет, что такое дизайн, это одно из самых смешных вообще мероприятий, которые можно поискать. Мне кажется, в интернете есть кусок, где Дугин... Это ключевое понятие его философской теории. Потому что Дугин, на самом деле, он не столько про геополитику, это то, что он преподает, но у него есть своя философская теория тоже, которая зиждется на понятии дизайн, которое он украл у Хайдеггера и переработал. Еще раз, все вторично. Дугин не имеет никакой научной ценности. Это я под свою ответственность заверяю вас. Преподавал другие предметы Дугин обычно. Он рассказывал все, что есть не знаю, как в каком-то там наборе тем, которые нужно осветить в рамках курса. Да, он очень часто сворачивал слегка с темы, просто как бы договаривая, что не все так однозначно. А вот если вот этого не произойдет, то американские войска придут к вам в общежитие и, я не знаю, навяжут свои ценности и куда-то вас там заберут. И вот там про Каддафи он говорил комплиментарно, и про какие-то там, я не знаю, и про Саддама Хусейна говорил комплиментарно. То есть, понимаешь, как бы не в лоб он не рисовал свастики на доске.
Но при этом так он, конечно, подруливал в такую в крайне правую идеологию, которую сейчас он проповедует совсем публично, и вот теперь все его знают как главного фашиста, главного интеллектуального фашиста. Как ты думаешь, Путин действительно прислушивается к Дугину? Я не думаю. Я не думаю, что Дугин видел Путина или общался с ним. Возможно, у него есть репутация, да, у него есть репутация одного из идейных вдохновителей русского мира. Звучит выдуманным. Смотри, произошло, мне кажется, обычное совпадение. Дугин действительно проповедовал идеи, которые сейчас очень похожи на то, что говорит Путин. Безусловно, это сложно отрицать. Его евразийство концептуально похоже на русский мир. Дугин всегда был украинофобом. Да? То есть, и теперь кажется, что как будто украинофобия, исходящая от официального Кремля, это тоже то же самое. Но у меня нет ощущения, что Дугин каким-либо образом надиктовывал или наускивал Путина и каким-то образом передавал, я не знаю, какие-то ему записки или еще что-то. Просто еще раз возвращаясь к моей первой мысли. Дугин с научной точки зрения вторичен, он свои идеи подсмотрел где-то еще, и потом все сложил в такой непонятный коктейль. И точно таким же образом, то есть Путин в тех же самых первоисточниках, будь кто там, я не знаю, какой-нибудь Ильин или еще кто-нибудь, и прочие там теории, которыми Путин оперирует, дошел до того же самого. Возможно, после убийства дочери Дугина ситуация изменилась, и как будто сейчас ему уделяется больше внимания из-за того, что произошло. Но мне кажется, что образ Дугина как мыслителя – это искусственный конструкт, сделанный полностью Дугиным самим. Он очень хорош в пиаре, он начал записывать свои лекции, которые он читал студентам соцфака МГУ на видеокамеру с первого дня преподавания там. На первой партии нельзя было никогда сидеть, потому что на первой партии сидела камера. И он записывал себя и выкладывал на YouTube, который тогда существовал в каком-то полузародышевом состоянии. Выкладывал все на сайт своих там евразийских чуваков. Он раздавал интервью очень много иностранных, французам, англичанам и кому-то еще. И таким образом построил себе имидж такого мыслителя за границей. И поэтому мне было очень странно потом уже, когда там, по работе или ты с кем-то встречаешься, с каким-то журналистом, они откуда-то знают Дугина. А в России никто тогда не знал Дугина. Это была очень такая маргинальная штука. А он достаточно осознанно выстраивал себе имидж главного русского мыслителя на экспорт. То начинается, то прекращается дождь, поэтому мы будем то с зонтиками, то без. У вас в универе выступали Ангела Меркель с лекциями и даже Дмитрий Медведев. Да. Тут, на самом деле, кого там только не было. Там каждую неделю выступал кто-то очень крутой, премьер-министр какой-нибудь страны или бывший премьер-министр Великобритании. Прости, например, приходит Ангела Меркель, на тот момент действующий канцлер. Ты даже можешь об этом не узнать. Этой серии ты узнаешь об этом... в библиотеке висит флаер. Или ты пошел пить пиво в паб в университете, и там пока ты берешь свое пиво, увидел, лежит на барной стойке. Приходите, немецкое это сообщество или какое-нибудь сообщество любителей международных отношений организовало нам визит Ангелы Меркель. Приходите. А она что-то интересное рассказывает там? Или когда политик такого уровня? Или там жесткий фильтр слов? Зависит. Я рекомендую всем поискать в интернете, мне кажется, я видела это видео, полную запись лекции Медведева в Лондонской школе экономики. Он, являясь главой государства, он сделал одну остановку, единственное, после саммита, то ли Большой Восьмерки, то ли, если тогда еще была, и была, конечно, и Большой Двадцатки, остановился, единственная остановка была Лондонская школа экономики, где он выглядит и говорит, как, знаешь, просто какой-то человек из параллельной вселенной. Ты не веришь, что это тот же самый человек, который сейчас пишет про подсвинков. Он улыбается, он открыт, он шутит. Он рассказывает о том, что только что происходило на саммите и какое коммюнике они подписали. А потом, внимание, шок. Он на протяжении получаса отвечает на вопросы из зала.
студентов, самых обычных студентов, не модерированные, не согласованные заранее, просто отвечает на любые вопросы, которые люди, сидящие в зале, могут задать, а потом весело и классно принимает в дар знаменитую кепку Лондонской школы экономики, которую все гости носят. Там, не знаю, Мандела ее носил и фотографировался в ней, когда также приходил читать лекцию. Вот и Медведеву дают такую же кепку, такая дурацкая, глупая кепка, он ее надевает, все радуются, фотографируются, аплодисменты, занавес. И это было относительно недавно. Правда ли, что ты работала помощницей парламентария английского? Да. Что это за парламентарий? Это была какая-то женщина из Либерально-демократической партии. Это было в рамках учебы, какой-то интерншип, который плюс-минус все люди, которые изучают политические науки, которые изучают политологию в Лондонской школе экономики, это как в этом правильно сделать. Ты практики чуть-чуть получаешь. У меня был короткий интерншип в Либерально-демократической партии. Ее звали, сейчас я прям пытаюсь вспомнить, она была shadow, теневым министром, отвечающим за пенсии и рабочие места. Вот так вот это можно как-то перевести. Ты проходила это, когда училась? Сразу после, типа вот летом после окончания учебы. Тебе понравилось? Прикольно, да, мне понравилось. Ну, слушай, моя работа была очень незамысловатой. Все, что я делала, это я отвечала на письма от тех людей, которые живут в ее округе. Это абсолютно обязательная штука. Ты не можешь не ответить на письмо, которое тебе пришло из твоего избирательного округа. Типа твои избиратели тебе пишут? Да, на бумажке. И приходят вот прям конверты и все прочее. Меня как самого младшего, как интерна, меня посадили отвечать на эти письма. И я-то думала, что делает депутат, там, о чем он волнуется и еще что-то. Какие-то государственные дела, там, я не знаю, еще что-то. Но нет. Большинство писем, которые я отвечала, приходили, там, я не знаю. Она была депутаткой от Кардифа, от Уэльс. И большинство писем, которые проходили, были сформулированы примерно так. Вот я ехал на электричке от Кардифа там, до Абергевени. Я видел в окно коров, они мне показались очень худыми. Расскажите, пожалуйста, почему наши прекрасные валлийские коровы выглядят истощенными? Достаточно ли их кормят? Это не прикол? Нет. Я лично отвечала на письмо такого содержания. Ты ходишь, начинаешь разбираться, пытаешься поднять какую-то фактуру. Что, как, почему? Действительно ли они так худые? Какие-то люди пишут из серии «У меня кошка пошла гулять, кошку сбила машина принадлежит подонку с соседней улицы. Разберитесь, пожалуйста». И мне кажется, ты обязан ответить что-то более-менее содержательное. И там, я не знаю, вот на такое письмо ты пишешь: «Мне очень жалко, что ваша кошка погибла под колесами автомобиля. Я приношу вам ваши соболезнования. Вы должны обратиться в полицию» или еще что-то. Я не знаю, какую рекомендацию можно дать человеку в такой ситуации. И дальше он это подписывает, упаковываешь это в конверт, несешь на почту специальную в парламенте, и это идет своему адресату. И потом тебе надо в специальный ящичек, такой очень красивый, с ярлычками, архивный такой настоящий, все это сложить. И на долгие-долгие-долгие годы это письмо останется в архивах. Сын Каддафи учился с вами? Да, со мной. Видишь, как мне везет на однокурсников странных, да? В МГУ у меня премьер-министр ДНР в Лондонской школе экономики, сын Каддафи. Но на самом деле он со мной учился не вместе. Ну, там никто вместе не учится, да? Ты же просто набираешь набор курсов, и как бы на одном курсе ты вместе с одними людьми, на другом... Поток, да. Да, на другом с другими людьми. А сын Каддафи одновременно с нами, то есть в 2008 года выпуска, он PhD делал. Ну, как делал? Докторскую. Ну, как... Естественно, ни хрена не делал. И это просто было такой университетской легендой, что он действительно учится, что он числится. И в университете ни разу никто его никогда не видел, он так и остался легендой. PhD он сдал и получил. И просто параллельно с этим, ну вот неожиданно в одном из зданий появилось крыло новое, которое оплатил фонд Каддафи в рамках благотворительности ливийской. Но это противоречит тому, что у нас списывают, а у них нет. Каким образом? Ну, потому что, по сути, он же был человеком, который учился благодаря, собственно, вот этому спонсорству и всему остальному. Или он не списывал?
Или он не учился? Его диссертацию проверяли на плагиат. Его там не нашли, но это объясняется другим. Тем, что не он написал. Были гоустрайтеры, конечно, которые просто написали это за него. Но, погоди, у меня есть козырь в кармане. Да. Через 3 или 4 года после этого ректор Лондонской школы экономики публично ушел в отставку. Из-за этого. Из-за нового крыла, который оплатил... Из-за связей с Ливией, из-за того, что университет брал деньги от семьи Каддафи, из-за того, что они собирались открыть какую-то программу, где ливийская элита должна была приезжать в Лондонскую школу экономики, получать какой-то там тренинг, какое-то образование или еще что-то. И ректор Лондонской школы экономики, человек, который мне выдавал диплом, да, то есть он сколько-то лет там пробыл ректором, в результате ушел в отставку, написал достаточно такое развернутое письмо, почему это произошло и почему это плохо. И, почему его поступок это плохо? Почему плохо, что Лондонская школа экономики взяла эти деньги? И, собственно говоря, потому что тогда началась арабская весна, тогда начались все эти события в Ливии, и плюс, с Ливией из Каддафи лично, в Англии история отдельная, из-за Локерби. Из-за теракта, взрыва самолета над городом Локерби, который следовал, по-моему, откуда из Лондона в Нью-Йорк. Там погибло несколько сот человек, самолет взорвался и упал на жилые дома, и уничтожил несколько жилых домов, и внутри домов погибли люди. И Каддафи признал ответственность за этот теракт и выплатил компенсацию жертвам. Поэтому здесь у англичан особенная история, тяжелая, связанная с Ливией и с режимом Каддафи лично. И, конечно же, тот факт, что Саиф, сын Каддафи, был настолько интегрирован в британское общество, это вызывало вопросы. Он, естественно, не только здесь учился. Здесь он посещал какие-то мероприятия, в том числе с королевской семьей, был приглашен туда и сюда, и везде желанный гость. И в целом он считался как будто, теневым министром иностранных дел от Ливии, человеческим лицом режима Каддафи, потенциальным наследником. Но потом мы все знаем, чем это все закончилось. Сейчас он до сих пор где-то в бегах. И недавно, по-моему, где-то читала новость, что он собирался баллотироваться на пост президента Ливии и, видимо, по стопам своего отца восстанавливать нам Джамахирию. Пока ты еще училась на соцфаке, ты в 2010 году ездила в Канаду. Ты там возглавила российскую делегацию для участия в молодежных аналогах «Большой восьмерки» и «Большой двадцатки». Да. Что это за поездка, что это за тусовка? Просто какая-то студенческая поездка, куда набирали студентов из разных университетов Москвы. Ты высылаешь свое резюме, и смысл этого в том, это очень распространенный формат в европейских и, наверное, в американских университетах. Я была удивлена, что это в России тоже есть. Условно, набирают группу студентов, вы приезжаете в какое-то место, как правило, в то же самое место, где проходит этот саммит в этом году или в прошлый раз, и поэтому это был Ванкувер. И вы... вас учат и показывают, как все это было. Вы сами в формате какой-то игры пытаетесь разобраться, как работает этот процесс. То есть вам тоже надо повторить пошагово все, что делают главы государств, потом подписать коммюнике, потом пожать друг другу руки, сфотографироваться. Это просто такое иммерсивное погружение в мир большой политики. Это организовывал МИД и администрация президента? Не уверена насчет администрации президента вообще. Так написано в том пресс-релизе, который МГУ выпускал, когда поздравлял тебя тем, что ты... Окей, если написано, то написано, не помню про администрацию. Был кто-то из чиновников? С нами в поездке? Да. Нет, никого не было. То есть Суркова, условного? Нет, упаси Господь. В рамках подготовки нас водили один раз в МИД. Было. Просто на экскурсию и на разговор с каким-то там мелким чиновником, который занимается чем-то похожим и условно помогает готовиться к настоящим саммитам. Прикол именно в этом, в том, что ты повторяешь шаги за министрами иностранных дел и главами государств, которые к такому готовятся. Куда ты пошла работать после того, как закончила учебу? Я пошла работать в корпоративный, скучный мир, заниматься финансами.
Что это за компания была? Международная компания. British American Tobacco. Офисом в Москве или в Лондоне? Я работала в московском офисе, в лондонском офисе. Много где еще. Что именно ты делала? Занималась налогообложением подакцизных товаров. Давай можем обсудить это. Какие там ставки налогов на там, специфическое, адвалорное и все прочее. Слушай, это катастрофа была. Это самое скучное, что можно делать в мире, естественно. Но за это платили хорошие деньги, и можно было передвигаться по миру, жить в разных странах на очень хороших условиях. Но с 9 до 5, будь добр. Когда ты поняла, что это не твое? Первый день, когда пришла в офис. Мне было абсолютно очевидно, что это не мое. Я, естественно, попробовала пойти в корпоративную среду, но просто потому что так, должен развиваться твой карьерный путь. И пока я не сообразила своей головой, что вообще не должен, и никому я ничего не должна, и все можно делать так, как ты хочешь, это у меня заняло какое-то время, дольше, чем это нужно. И, наверное, какие-то внешние, социальные обстоятельства на меня давили, говорили мне, что «Маша, нужна классная карьера, нужно зарабатывать кучу денег, нужно к 25 успеть то, нужно там накопить столько денег, съездить в такой отпуск», и так далее и тому подобное. И я очень рада лишь одному, что мне достаточно быстро подвернулась возможность выскочить из этого, потому что у огромного количества моих однокурсников и у моих друзей такой возможности не появилось до сих пор. И все так и работают в корпоративном мире. Есть ли у тебя квартира в Лондоне с видом на Тауэр? Нет. Есть ли у тебя квартира в Лондоне? Есть. Ты купила, пока работала в American Tobacco? Последнее что-то. Это было то, на что я морально копила, и потом, как только накопила, сразу уволилась. Ага. Писали, что стоимость около 400 тысяч фунтов. Надо уточнить, что ни в коем случае речи не идет о том, что я заплатила такие деньги, и они у меня были. Я накопила на взнос первоначальный, который может быть от 5 до 10, 15%, а все остальное – это ипотека на 35 лет. У тебя сейчас ипотека? На 35 лет. Какой у тебя месяц платеж? 700 фунтов, около 700. То есть снимать мою квартиру стоит в 2 раза дороже, чем платить за нее ипотеку. И поэтому все как подорванные после университета, как только расплатились долгами за учебу за университет, все сразу начинают откладывать на этот первоначальный взнос на квартиру, потому что ипотека сильно дешевле, чем аренда. Аренда в Лондоне просто безумная. Сколько метров в твоей квартире? 38, Юрий. 38 квадратных метров. Ты говорила, что ФБК тебя заинтересовал в 2009 году. Может, в 2010, да, скорее. Когда, собственно, расследование про трубы вышло. Что дальше происходило? Когда ФБК уже появился в твоей жизни плотно? Слушай, вообще ФБК появился уже при мне. Сначала был Навальный со своим блогом. Распилом. С ЖЖ. Нет, это все до распильной еще времена. Был просто Навальный и просто ЖЖ, где он очень круто писал о политике, о коррупции. И я читала этот ЖЖ, как мне кажется, все на тот момент в Москве, просто потому что там реально отлично написано, весело, интересно. И он там делал какие-то дерзкие акции, с кем-то судился, был миноритарием, кучей разных компаний. И весело с помощью этого статуса миноритария доставал оттуда какие-то документы, а потом их публичил. Мне кажется, что в начале 2011 года это было. Он повесил вакансию, открывал проект «Распил», начал искать юриста, чтобы этим заниматься. Я увидела эту вакансию и поняла, то есть, оказывается, у тебя можно еще и работать. Да? То есть это не просто ты сидишь там дома, я не знаю, пишешь блог. То есть мне стало понятно, что есть какая-то структура. Я написала ему письмо, как отклик на эту вакансию. Естественно, в «Распил» меня не взяли Любу Соболь. Но, тем не менее, мы все равно познакомились с Алексеем в рамках этого процесса. Он сказал, что я совершенно не подхожу на должность в «Распил», но что-нибудь крутое и классное мы все равно придумать можем. И так мы придумали отдел расследований. Угу. Когда это случилось? 2011 год. В 2011? Да. А ФБК появился в 2012. Что твоим первым расследованием было? Буровые установки ВТБ. А следующим? Это, тут надо корректно. Первую часть сделал Алексей, а потом я уже дорасследовала, пришла на все готовенькое.
Потом у нас были какие-то мелкие квартиры здесь и там, как Пехтинг, Майами, все это было, это мелочевка. Мое первое большое расследование — это Якунин и РЖД. Это Шубохранилище. первенец, да. Был Железняк до этого. Ну, короче, до этого мы... Сейчас я уже просто пытаюсь вспомнить. До этого были такие, знаешь, короткие посты в ЖЖ Алексея, сопровождающиеся там листовкой смешной. Он как-то там их всех весело обзывал, этих чиновников. Вот я там буквально помогала Алексею делать то, что он и так делает. А потом я уже так более расправила крылья и сказала, вот расследование про РЖД я сделал. Сколько ты это совмещала с основной работой? Долго. Основная работа была British American Tobacco? Да. Я это совмещала года 4. 3-4. Да, с фулл-тайм работой. Да, у меня было 2 полноценные работы. Фактически я работала одну, приходила домой, работала вторую. Как выжила, непонятно. То есть с 9 до 5 работаю одну работу, потом прихожу домой, час отдыхаю, и с 6, до 12 ночи работаю вторую работу. Шубохранилище и Якунина ты выпустила, когда еще была на корпоративной службе? Да. На той работе знали, подозревали, что ты этим занимаешься? Друзья, конечно, знали, в смысле, коллеги, с которыми я общалась, они знали, что я чем-то там помогаю Навальному, что-то делаю. Ага. Но на начальству я об этом не сообщала, конечно. Когда ты ушла? В 14 или 15 году. В 14, да. Ты главная по расследованиям в ФБК. Да. Назови расследования, которые конкретно на что-то повлияли. Когда человек получал возмездие за это, или наказание за то, что наворовал. Что ты делаешь в следующие 5 часов? Дмитрий Анатольевич Медведев. Так. Это самый простой и самый поверхностный пример. Давай вспомним. После «Он вам не Димон» как изменилась его жизнь? Его жизнь после «Он вам не Димон», его политическая жизнь, закончилась целиком и полностью. Несмотря на то, что формально он сохранял и до сих пор сохраняет какие-то должности, но любой человек, даже не из нашего фланга, человек, который критикует расследования ФБК, человек, который не доверяет расследованиям ФБК, скажет, что Медведев после расследования «Он вам не Димон» уничтожен целиком и полностью. Он еще недавно рассматривался как потенциальный преемник второй раз. Он рассматривался как какая-то политически значимая фигура. Сейчас Медведев скатился до телеграм-канала про подсвинков, сатану, Люцифера и Иблиса. Да, и это все, до чего сжалась вселенная когда-то президента России. Есть расследование, которые ты считаешь неудачным? Я не могу вспомнить. У вас было расследование про Скобееву и Попова. Вы нашли недвигу, дорогую, в районе метро «Динамо». Да. Вы знали, что эти квартиры взяты в ипотеку, но вы не сказали об этом в расследовании. Почему? Потому что это расследование было не про незаконное обогащение Попова. Это расследование было не про то, что у Попова и Скобеева нет денег на такую недвижимость. Ха-ха-ха, деньги-то уж что? Деньги у них есть, их кормит российский налогоплательщик через систему российской пропаганды. Это расследование было про то, что Попов жулик и обдуривает тех людей, которых он просит за себя проголосовать в Крылатском, Кунцево, Раменках и районе Университет. Это расследование было про то, что он ходит по вашим аварийному жилью, да, по двухкомнатным разваленным халупам в центре Москвы, да, и делает большие, грустные, сострадальческие глаза, рассказывая о том, как сейчас он обязательно все решит, как он обязательно станет депутатом, будет представлять все их интересы. Это расследование было об этом. Ни единого слова в этом расследовании не указывает на то, что мы говорим, что Попов что-то своровал. Нет, здесь преступление другое. Преступление Попова в том, что он работает на пропаганду, да, и этически некорректно ведет себя во время кампании. И что меня больше всего радует, что это
это все услышали и поняли, и не проголосовали за Попова. Попов офлайн проиграл эти выборы. Проиграл выборы среди тех людей, которые приходят на участок и голосуют. И только электронным голосованием его сумели интегрировать в Госдуму, где он незаконно занимает место Михаила Лобанова. Слушай, но при всем отношении к тому, что делает Попов и Скобеева, ну, я считаю прям нечестным умалчиванием про ипотеку. Почему тебе кажется, что это умалчивание — это честный поступок? Мне показалось это нерелевантным. Это не про честность, мне показалось это нерелевантным. Нам неизвестно ни суммы ипотеки, нам неизвестны условия ипотеки. Ты королева фактов, ты королева перепроверки и королева деталей. Я хотела бы так думать. Да, но ипотека — это не маленькая деталь, потому что в глазах любого человека, который может считать, это очень важно. Так же, как для тебя было важно, когда ты говорила про квартиру, которая куплена у тебя в Лондоне, тебе важно было сказать, что она в ипотеку. Ну, потому что это действительно дает представление о возможностях, обо всем остальном. Да. Вот. А почему тебе было не важно это указать в Попове и Скобееве? Так потому что не про их обогащение было расследование. Расследование было про его лицемерие, а не про то, что у него большая квартира. Мы не исследовали источник его средств, потому что источник его средств – это зарплата пропагандиста на ВГТРК. Расследование было... Претензии к Попову лежали там в рамках вранья и того, что он там рассказывал, что чего-то у него нет, но на самом деле есть. Того, что как-то он неправильно декларировал свои доходы. Там было много-много-много к нему претензий, но ни одна из них не касалась того, что он своровал эти деньги. Возможно, сейчас, оглядываясь обратно, если бы мы это упомянули, это не изменило бы ровным счетом ничего, кроме того, что вот сейчас у тебя есть возможность задать мне этот вопрос. Так бы не было. Это единственная разница, которую я вижу. Ну нет, это изменило бы то, что, допустим, у меня, как у зрителя расследования, не появилось бы недоверия к нему и вообще к вам, как к тусовке. Ну и во-вторых, потому что как бы, я бы в этом видел бы меньше пропаганды с вашей стороны, а больше типа желания действительно как бы раскопать и показать правду. Ну, я надеюсь, я смогла объяснить, почему мы это не сделали, и что преступного умысла никакого не было. Я тут как бы в какой-то редакторской роли посчитала, что это не стоит упоминать, и какая-то скучная деталь, о которой нам недостаточно много подробностей известно. Мы не знаем ни насколько лежит ипотека, ни какие условия, ни сколько денег он взял, ни что он дал под залог. Ну, то есть мы знаем только факт, да, название банка ВТБ, и это все. Слушай, самый главный вопрос, мы, по-моему, в программе с Юлией Латыниной об этом как-то начинали говорить, и я ее, собственно, про это спрашивал. Вот один вопрос просто, тот, который для меня есть сейчас, то он остается, наверное, он главный. Как было возможно снять резиденцию премьер-министра Медведева с воздуха, с дрона в таком масштабе, в таком объеме, как это было сделано коллегами Алексея Анатольевича? Вопрос от Николая Солодникова. Кто вам разрешил поднять коптер над резиденцией Дмитрия Медведева? Это там первое или второе на тот момент лицо страны. Никто не разрешит поднять коптер там. Уважаемый Николай, мы не спрашиваем разрешения перед тем, как поднимать коптер над объектами, которые принадлежат и вторым лицам государства, и первым лицам государства. Много лет спустя, уже вот в недавнем прошлом, мы поднимали коптер над резиденцией Путина в Валдае. Над резиденцией официальной, в отличие от резиденции Медведева в Плёсе, на резиденции, которая официально охраняется ФСО, и где Путин проводит чертову тучу времени. Мы поднимали на ней коптер, мы сняли ее во всех деталях, мы показали ее нашим любимым и дорогим подписчикам. Никогда и ни при каких обстоятельствах мы не согласовываем запуск квадрокоптера ни с кем. Не, ну вопрос был не в том, что вы согласовывали, а в том, что, подожди, а как возможно, что ФСО охраняет резиденцию на Валдае и не мешает коптеру? Ну, как видишь, видишь... просто летит DJI и Вот вставь кусочек видео, как летит DJI над резиденцией Путина в Валдае. У нас было расследование про резиденцию Путина в Валдае.
Там замечательная обложка, где Путин лежит в спа такой процедуре в какой-то, в халате, там, в масочке, потому что расследование было про спа-комплекс, который себе Путин построил в этой резиденции. Но чтобы его показать на территории резиденции, мы прилетели на квадрокоптере, показали главный дом, показали строящийся спа-комплекс, ну и какие-то другие постройки, которые там есть. Это то, как мы работаем. Это то, почему я безмерно и бесконечно горжусь своими коллегами, которые дерзки и опасны настолько, чтобы смочь это провернуть. Это и полет над дворцом в Геленджике, точно такие же претензии предъявлялись и там. Резиденция в Плёсе, отвечая на твой вопрос прямо, не является официальной резиденцией Медведева. Это резиденция, которая принадлежит юридическому лицу, некоммерческому организации, по-моему, Градислава она называется, которая формально принадлежит двум олигархам, которые это все Медведеву подарили. И у этой резиденции на самом деле нету официального статуса резиденции. И ровно про это и было наше расследование «Нового Медимон». Про то, что Медведев использует благотворительные фонды, чтобы прятать свои активы. Даже если там был условный охранник, который ответственен за то, частный охранник, да, какой-то, или пусть даже ФСОшный, сделаем такое допущение, работа которого сделать так, чтобы не пролетел дрон. Ну вот ты как представляешь его день? Он сидит и целый день смотрит в небо по всем направлениям. Даже если там летит... А вдруг ему повезло? Он посмотрел в небо ровно в ту секунду, когда там летит дрон. Ну, ты понимаешь, он летит очень высоко, очень быстро. Мы облетели круг и уехали. Я специально после этого интервью Солодникова тебе выложила в Твиттер фрагмент, полную съемку пролета над Плёсом, где он приземляется в руки где дрон приземляется в руки Албурова, который стоит на другом берегу Волги. Это я понял. Коля, надеюсь, тоже услышал. Но мне интересно, как ты сама себе объясняешь Валдайскую? Валдай — официальная резиденция. Да. Про Путина мы знаем, что он очень охраняемый человек. И, мягко говоря, много внимания этому уделяет. И как это сочетается с тем, что неопознанный летающий объект над резиденцией первого лица? Раздолбайство, коррупция, безалаберность. Сказали, что купили противодронную систему, не купили на самом деле. Сказали, что купили противодронное ружье, и с ним сидит постоянный человек на зарплате, не знаю, 70 тысяч рублей, а человек бухает в сторожке. Миллион разных объяснений у меня этому есть. А еще и то, что даже очень продвинутые антидроновские системы достаточно просто обходятся путем перепрошивки дрона, путем такой ручной манипуляции с операционной системой дрона, которая позволяет искажать географическое положение этого дрона. И условно, если ты видишь дрон, ты можешь с помощью антидроновской системы понять, откуда он запускает. Он видит пульт. И, соответственно, оператора этого пульта. Да, но дрон можно хакнуть таким образом, чтобы казалось, что пульт от дрона и оператор там находятся в 400 метрах от того, где на самом деле находится оператор. Можно запустить его через водоем, через реку, да, откуда, соответственно, можно быстро уехать, тебя просто не догонят, потому что им надо будет там объехать по мосту, еще как-то там добраться и так далее. Ну, слушай, мы снимали Миллера посередине Рублевки, где вообще невозможно от антидроновской системы увернуться. Намучились кошмарно, потеряли несколько дронов. Ну, ничего, как-то потом взяли, выкрутились и сняли. У Миллера надо спросить за наши дроны, которые остались валяться у него на участке. В расследовании про Гергиева у вас есть детализированные данные по переводам, по тому, как он тратил в ресторане «Наша дача». Как возможно такое получить? Ну, мы такое с помощью источников и людей, которые нам помогают, слитых разных баз, огромного количества инсайдеров здесь и там, которые нам готовы такие данные предоставлять. Но это, как правило, банковские сотрудники? Не только. С перевода жены Миллера за дом? То же самое. Это доброжелатели или люди, которые хотят подзаработать? Я тебе не буду конкретизировать кейс конкретно, где кто, просто чтобы не сужать круг подозреваемых, но бывает и так, и так. Бывают абсолютно случайные люди, которые, если честно, меня пугает, что они готовы это сделать.
предоставить такую чувствительную информацию, которая мне кажется... За деньги? Не, просто так. Ага. Которая, мне кажется, очевидно их компрометирует, и будет понятно, кто это сделал. Но есть и такие люди. Есть люди, которые это делают за деньги. Христо Грозев в вашем фильме «Навальный» рассказывает, что он за время работы в своем медиа, в Bellingcat, 150 тысяч долларов своих потратил на источники. И если жена это узнает, то она не будет его женой. У вас есть рекордный гонорар за такую работу? Нет, и мы стараемся избегать вообще такого по мере возможности, если там нету какого-то другого способа узнать. Но в целом мы стараемся просто ради искусства доказывать все по открытым источникам или по полуоткрытым источникам, или по каким-то там хакнутым источникам. Сейчас, последние месяцы после войны, ежедневно происходят утечки данных просто бесконечного количества компаний, фирм, банков. И просто следя за этими утечками и скачивая каждую из них, мы накопили такое количество данных, которые иначе у нас никаким бы способом не оказалось, что мы теперь, нам достаточно материалов для расследования там, на несколько лет вперед, даже если все схлопнется прямо сейчас, а все прямо сейчас схлопывается, ведь Росреестр закрыли. ЕГРЮЛ, где ты узнаешь, кому принадлежит фирма, закрыли. Ну, точнее, теперь его секрете, да, то есть жены Суровикина в ЕГРЮЛе уже не найти, потому что это у нас государственная тайна. И сейчас только что отменили декларации чиновников, да, ну, то есть, несмотря на то, что у нас со всех сторон расследовательскую журналистику жмут и уничтожают, из-за путинской же коррупции утекло и утекает такое количество данных, и вообще доступно на рынке, как говорит Христо в фильме, там за $20 ты можешь купить передвижение, телефонные данные, сотовые вышки там, любого человека. Ну вот обратная сторона коррупции, где теперь за $20 можно точно так же купить, я не знаю, данные о перелетах детей Путина. Ну вот. Мы много говорим про коррупцию, ну и про то, что как бы она начинается с самой мелочи, с там, взятки полицейскому на дороге, все остальное, все бесспорно, все так. Но вопрос, можно ли сейчас, в разгар мобилизации, представим, что вторая волна уже началась. Это можно даже не представлять, она медленно ползучая. Медленно, да, ползучая. Не ходите в военкомат. Можно ли сейчас дать взятку военкому или кому-то еще, чтобы не оказаться в армии? Какой хороший вопрос. Это хороший вопрос. Да. То есть иногда принципы подвижны? Это не принципы. Можно дать взятку и понести за это наказание. Заплатить штраф. Я не знаю, какая там санкция положена, за что конкретно, какой объем взятки. Я не могу, я буду глупым и однобоким человеком, если буду отрицать тот факт, что война меняет абсолютно все. Меняет правила игры, меняет этику, меняет допустимое и недопустимое. Меняет язык, на котором мы разговариваем, и приоритет, в котором мы живем. Путинская мобилизация сейчас угрожает такому количеству людей и такими страшными вещами, что тут действительно надо делать все, что только можно, чтобы под нее не попасть. Существует много способов ее избежать. И без взяток, если у вас нет денег, и всячески уклоняться. И уклоняться можно, главное просто не брать повестку. Но когда я вижу фотографии, недавно была в Твиттере, по-моему, публиковали, не видел, нет, такое поле, с высоты, с дрона снят по всему полю в Украине где-то. Снежка чуть-чуть есть, ну, вот такое зимнее. И тела. И разбросанные такие десятки тел. И фотография так сделана, что ты сначала, когда бросаешь на нее взгляд, ты не понимаешь, типа, что рельеф, что там веточка, что дерево, а что тело. А потом ты присматриваешься внимательно и понимаешь, что на этом поле лежат просто десятки мертвых людей. Мы не знаем конкретно, где была сделана эта фотография. Может быть, это ЧВКшники, может быть, это регулярная армия, может быть, это мобилизованные. Контекста мы не знаем.
И это то, где мобилизованный в России человек сейчас окажется с очень большой долей вероятности на этом поле. Будет сфотографирован с дрона, и его тело даже не заберут. Поэтому, учитывая эти обстоятельства, мне кажется, что нарушать закон ради того, чтобы избежать мобилизации, корректно. Усманов. Для тех, кто пропустил все расследования ФБК и Навального, коротко, максимально компактно, в чем твоя претензия Усманову? Усманову коротко претензию сформулировать просто невозможно, потому что портфолио моих претензий к нему заставит нас этот выпуск не заканчивать никогда. Ну, 3 предложениями. Это олигарх, близкий к Путину. Ну, смотри, это олигарх, который заработал гигантские деньги на приватизации государственного имущества в России, используя в этой схеме государственный «Газпромбанк», и раздавая вот так вот по дороге взятки чиновникам в России, в том числе Дмитрию Медведеву. Это самый чистый и знаменитый, наверное, кейс, да, который, это из расследования «Вам не Димон», где лично Усманов подарил дом фонду благотворительному, который контролируется Дмитрием Медведевым. Дом на Рублевке, там каких безумных денег стоит. Таких чистых примеров взяток мы не видели никогда, наверное. Твое отношение к Михаилу Фридману? Ну, не очень у меня отношение к Михаилу Фридману. Ну, ты не так категорично, как если, например, говорила бы про Усманова или про кого-то. Ну, конечно, нет, конечно. Я должна... Я себя немножечко сдерживаю и стараюсь не бросаться с кулаками на собеседника каждый раз, когда я слышу фамилию какого-нибудь олигарха. Я все-таки стараюсь более здраво подходить и судить людей, героев наших расследований, все-таки каждого отдельно. Фридман отличается от других олигархов в каких-то оттенках, в том, как он заработал эти деньги, в том, возможно, даже на что он их потратил, возможно, в каких-то своих взглядах. Но по общему зачету, к сожалению, для меня он сидит не очень далеко от Усманова и всех остальных. Представим себе ситуацию, что когда начинается война в Украине, Фридман публично поддерживает Украину. Напомню, что у Фридмана родители живут во Львове. У него довольно большой участок бизнеса. Альфа-банк был в Украине. Он поддерживает Украину и уезжает из России. Был ли бы он под санкциями сейчас? Это очень гипотетический вопрос. Я не знаю и не понимаю, как можно предсказать, был бы ли он под санкциями и что на это влияет. Я думаю, что был бы все равно, потому что мои проблемы с Фридманом лежат в поле, которое сильно по времени Украины. Да, то есть мои претензии к Фридману не по поводу того, что он не высказался об Украине. Это понятно, что тоже, да, но до этого он сделал, к сожалению, тоже, точнее, не сделал очень много. Поэтому я не думаю, для меня его высказывание или не высказывание про Украину не решает ровным счетом ничего. А давай тогда назовем, что это за претензия? Ну, это какой-то просто запредельный и бессовестный конформизм. У меня все олигархи разбиты на несколько категорий. Я вообще очень люблю категоризировать. И учитывая, что слово «олигархи» у нас используется вообще уже некорректно и неправильно, оно уже как бы настолько потеряло оригинальное значение, у нас уже олигархи — это что-то другое. Да, коротко, олигарх — это богатый человек, влияющий на власть. Да. А у нас это слово исказилось. Их просто всех богатых называют олигархами, и при этом сами олигархи на власть уже не влияют. Совершенно верно. И, если совсем грубо широкими мазками, вот у меня есть те, которые участвовали в приватизации в залоговых аукционах, Абрамович, Дерипаска, Потанин и так далее, да, вот эти вот олигархи первой волны. И появилась вторая категория олигархов, это те, кто условно жил в одном дворе с Путиным, да, и ходил с ним в одну секцию дзюдо. Ни те, ни другие как бы не являются
классическим определением олигарха, потому что ни те, ни другие на самом деле на власть никак не влияют. Но вот Фридман, соответственно, ближе к категории, которая из 90-х. Но формально в залоговых аукционах он не участвовал, в приватизации он не участвовал, поэтому к нему претензий, ну, по моим же собственным критериям, как будто бы должно быть меньше. Но у меня к нему больше претензий по другому параметру. Ну, потому что он очевидно все понимает. Нет, у тебя претензия, что он не оппонировал Путину. Да не оппонировал, даже не в этом дело, подыгрывал. И когда ты все понимаешь, когда ты образованный и умный человек, мне там люди рассказывали, что он, там, безусловно, таким является, мне кажется, что как будто с тебя больше спрос. И как будто ты должен вести себя чуть-чуть по-другому, если ты понимаешь, если у тебя была возможность там увидеть, как бывает по-другому, и если у тебя есть громкий голос, которым ты можешь это сказать. И несмотря на то, что формально Фридман занимался частным бизнесом, не связанным с государством, на самом деле все так переплетено и очень сильно завязано на государство в России. И я думаю, что поведи себя он по-другому в 2011 году, в 2012 году, когда было окно возможности, да, когда была рокировочка. Чтобы он поддержал болотный протест. Да, они же все сейчас очень любят об этом рассуждать. Они сейчас все любят рассказывать, что вот тогда мы почти... Вот я там думал дать денег нам на протесты, я там думал еще что-то поддержать, выйти. Прости меня, просто Кудрин выходил на сцену, да, какие-то времена были. Но сейчас все очень любят вспоминать это и говорить, что тогда-то они были на правильной стороне. Но, возможно, стоило что-то сделать тогда. И как люди, обладающие абсолютно баснословным ресурсом, коим обладает Фридман, он этим ресурсом не воспользовался ни в коей мере, а только подыгрывал. Если бы у Галицкого был бы такой дом, или у Тинькова, людей, которые бизнес построили без природных ресурсов и без приватизации, ты также бы реагировала? Ну, еще раз, мы вернулись к кейсу Фридмана, который вот через 300 метров. Конечно, претензий меньше, но претензии в другом поле. В том, что пока они зарабатывали на эти дома, пока они строили, реконструировали и так далее, других людей избивали на митингах, паковали в автозаке, сажали в тюрьмы и засовывали гантели, сами знаете куда. Поэтому вот там, здесь у меня претензия. Они, они формально занимались своей жизнью, да, строили себе жилище, обеспечили своих детей, внуков, правнуков, да, судя по масштабам. Но просто они делали это, отвернувшись от того, как параллельно с этим кто-то разворовывал и уничтожал нашу страну. Вот есть олигарх Фридман, частный бизнес. Твоя претензия к нему только в том, что он молчал. Угу. Что он должен был сделать? Очередной человек-компромисс, как я их называю. Вот это точно такой же компромисс. И вот в ту же самую категорию, которую мы уже обсуждали, он относится люди, которые в каком-то смысле присмыкаются перед властью ради того, чтобы сохранить что-то большее. В случае Фридмана это большой бизнес, это много рабочих мест и все остальное. Он должен был либо сам бороться и противостоять преступному путинскому режиму, либо, я не знаю, каким-то образом поддерживать это, там, публично говорить, что поддерживать тех людей, которые это делают. Давать вам деньги. Точка, когда, мне кажется, было бы корректно нам брать его деньги, пройдена достаточно давно. Я сейчас не могу этого представить. Про Тинькова и Галицкого ты сказала, что они не классические олигархи, но к ним тоже есть претензия, что они молчали. Конечно. Ну, а если бы высказались, то был бы шанс, ты сказала. Ну да. Давай рассмотрим кейс Галицкого, который основатель «Магнита». Да. Он выбрал путь региональной эмиграции. Он превращал свой довольно провинциальный, довольно проблемный город Краснодар в очень приятное место. Он вкладывал в детей, он вкладывал в футбол, он в целом построил новый смысл вокруг или внутри этого города. Окей, но это футбол, а бизнес? Бизнес? Ну, то есть, с точки зрения бизнеса, мы его рассматриваем как олигарха же, правильно, а не как футбольного
Не, там далеко за пределы футбола. Парк, стадион, который он построил, это далеко за пределы футбола. Это в целом как бы огромная инвестиция там, в людей, в местный патриотизм в хорошем смысле этого слова, а не в путинском. Вот. И все остальное. Его ты тоже считаешь соучастником путинского режима. Почему? Потому что... Ну, как почему? Ну, потому что он бездействовал. Напомни мне, просто, я очень плохо... Мы никогда не расследовали Галицкого, никогда, наверное, не будем расследовать. Он прям совсем далеко от сферы интересов отдела расследования ФБК. Напомни, пожалуйста, кому он свой бизнес продал? ВТБ. Но многие говорят, что это было не то чтобы по доброй воле сделано. И многие говорят, что продал он его дешевле. Не только ВТБ, а еще же, по-моему, этому Винокурову, нет? Винокурову? Надо бы погуглить, который Лавровский пасынок. Зять, муж дочери. Он продал банку ВТБ. То есть там, по-моему, один покупатель был. Давай погуглим прямо сейчас. Ну да, shame on you, Юрий. ВТБ выкупил 29% акций ритейлера у Сергея Галицкого всего несколько месяцев назад, но уже продает почти половину своего пакета. Продал группе А1 Александра Винокурова, зятю Лаврова. Да, так а в чем вопрос к Галицкому здесь? К тому, что Галицкий невольно становится участником системы обогащения семьи министра обороны. Да, но еще раз, я не хочу сейчас выступать тоже адвокатом Галицкого, я просто как бы привожу тебе факты, хочу твою реакцию послушать. Да. Вот. Но Галицкий продал банку ВТБ. Еще раз напомню, как говорят, Не добровольно. Да, как я не футбольными, грубо говоря, инсайдами я пока старой памяти мог бы это подкрепить, бизнес-инсайдами я не могу это подкрепить. Не добровольно. Ниже, чем в тот момент это можно было бы продать, если бы это все происходило там, на более свободном рынке. В чем к нему претензия? Претензия в том, что если бы он все эти годы не молчал, не занимался этим ментальным и физическим эскапизмом где-то в регионе и в футболе, и каким-либо другим способом, то у него его бизнес бы никто и не отжимал. Понимаешь? В этом фундаментальная разница. Огромное количество страшных событий, которое произошло, не произошло бы, если бы эти люди делали вот эти суперпростые вещи, на которые им не хватало смелости. У людей, у таких людей, как Галицкий, как Тиньков, как Фридман, есть возможность начать новую жизнь с нуля. Уровень опасности, который угрожает по сравнению с любым моим коллегой, несравним. Но почему-то девочка, из Уфы не боится это сказать и сидит в тюрьме уже больше года. Речь про Лилию Чанышеву. Конечно, про главу нашего уфимского штаба. А Михаил, Фридман, миллиардер, какое-то место в строчке, какая-то строчка в списке Forbes, боится. И Галицкий, такая-то строчка в списке Forbes, боится. Я вот сколько не думаю над этим, сколько не размышляю, я не могу понять, почему Лиля не боится, а Сергей Галицкий боится. Но не кажется ли тебе, что ты сейчас звучишь как люди, которые обвиняют весь русский народ за то, что тех людей, которые против войны, а их много, их много, то, что Конечно. Они не выходят на улицы с вилами свергать Путина за то, что он вторгся в Украину? Я поняла вопрос. Нет, мне так не кажется. Мне эти ситуации кажутся разными, потому что причина, по которой люди не выходят сейчас на протесты с вилами, абсолютно очевидна. Да? Их мгновенно сметут, уничтожат и посадят так, как сажали предыдущих, уничтожали, убивали, травили, застреливали и так далее. Сейчас цена выхода на митинг действительно неадекватная. Поэтому никогда, ни от меня, я думаю, что ни от кого из моих коллег вы никогда не слышали того, что мы кого-то стыдим за то, что они сейчас во время войны не выходят на митинг. Мы не делаем этого. Потому что ресурсы этих людей, которые могли бы сейчас выйти на митинг, недостаточно для того, чтобы идти на такой риск. А ресурсы этих людей достаточны. Разный уровень риска, разная цена этого поступка разная. Потому что одного за выход на митинг посадят в тюрьму, он и так бедный.
У него еще и мама с папой пенсионеры на содержании, и на работе ему платят 30 тысяч. Его посадят или оштрафуют даже на 300 тысяч, которые ему там собирать, копить и копить, а потом только выплачивать. Ему из зарплаты будут вычитать. Вот это цена для чувака, который выходит на площадь, там, я не знаю, в городе Омске. Прости меня, пожалуйста, цена того, что олигарх в России заявляет о том, что... Не о том, что Путин ему не нравится, потому что это вкусовщина, а заявляет очевидную вещь, что Путин диктатор, убийца и вор. Но это же не вранье, это же правда. Диктатор, да, убийца, да, вор, тем более. Ну ты просто скажи более дипломатическим языком. Поддержи людей, которые вышли каким-то образом, на протест, выйди тоже, запусти фотографию, напиши что-нибудь интересное в Инстаграм. Что тебе-то терять? Ему не надо на 30 тысяч рублей жить в месяц и еще кормить 4 рта. Ты сейчас объяснила, что русские люди не выходят на митинги, потому что репрессивная машина долгие годы работала, а сейчас достигла апогея. Да. То есть как бы это вот чудище, которое разгоняло и всегда объясняло, почему как бы нельзя выходить. И сейчас мы в этой точке. Да? А ты никогда не думала, что на уровне вот этих вот богатых людей, супербогатых, Путин тоже это делал? И он это делал, начиная с Ходорковского, которому подслал первый сигнал, и потом в какой-то момент и Улюкаев в тюрьме оказывался, он не бизнесмен, а чиновник. И вот Путин им тоже объяснял, что высунешься, прибью. Как он их прибьет? Чем? Что он сделает? Ходорковского он посадил в тюрьму. Да, он посадил Ходорковского в тюрьму, все охренели. Так. Что он... То же самое сделал. Ходорковский 10 лет своей жизни потерял в тюрьме. И они это видят. Фридман, в Лондоне живет. Какая российская тюрьма? Пусть дальше живет в Лондоне. Не все живут на Лазурке в Лондоне или там в Париже, или в Форт-де-Майме, или на Сардинии в Италии. Как можно... Даже учитывая все коэффициенты и то, что речь идет о других рисках и другого уровня дохода, я могу использовать все эти коэффициенты, умножить несколько раз, но все равно уровень их потенциальных потерь не впечатляет меня. Потому что все, что они потеряют от такого высказывания, это не свобода, это не возможность завести семью и родить детей. Это возможность, которую потеряла Лидия Чанышева, да, которую в 39 лет посадили. А они потеряют деньги. И это единственная причина, по которой они все эти годы молчали и продолжают, многие из них, молчать. Потому что если они это сделают, Путин взбесится, отнимет их бизнес, и они потеряют деньги. Давай будем честными с друг другом и с нашими зрителями. Причина в этом. Как бы неприятно это ни звучало. Ты допускаешь, что олигархи молчали все это время из-за страха? Коротко. Из-за страха потерять деньги, да. Из-за страха потерять только деньги или и деньги, и свободу? Или что-то одно из этого? Гипотетически и свободу, и деньги. Да, наверное, допускаю. Давай ради какого-нибудь эксперимента, к которому ты меня подталкиваешь, предположим, что так. Можно ли презирать человека за страх? Да, существуют обстоятельства, в которых можно. Я не могу и никогда не позволю себе презирать человека, который боится сейчас выйти на митинг или боится делать какие-то вещи, которые нам отсюда еще как-то кажутся не страшными. Но при этом, конечно, есть ситуации, когда страх такой невозможно оправдать. Я правильно понимаю, что одна из твоих сфер ответственности в ФБК — это канал «Популярная политика»? Все, медиа, ресурсы в широком смысле, я за них отвечаю, с YouTube-канала. Леонид Волков рассказывал, что ее запуск стоил 2 миллиона евро. Возможно. Ты не знаешь? Я не прикасаюсь к деньгам ФБК. Волков ими занимается. Почему на «Популярной политике» такие желтые заголовки и картинки?
Путин с рогами Да. и все остальное. Сейчас, на самом деле, их уже нету. И мы сделали ребрендинг. И, к сожалению, вот этих больше Путина с усами Гитлера, и Алина Кабаева с усами Гитлера, и Валентина Матвиенко с усами Гитлера уже не будет, я буду по ним скучать. Но я не считаю, что вот их присутствие на протяжении прошлого года что-то плохое. Я в этом считываю... Ну, конечно, это кликбейт. Ну, конечно, желтые громкие заголовки, которые особенно там были изначально, мы их сильно приструнили в процессе. Конечно, это было ради того, чтобы на новый канал, на неизвестный канал кликали, смотрели, проверяли. Когда у нас набралось какое-то количество подписчиков, мы стали вести себя сильно скромнее. А что касается этих обложек, ну, там есть реально классные обложки, которые мне нравятся. Я не знаю, где Путин в образе бомжа жарит на костре орла двуглавого, как на гриле, на вертеле, и где Путин в образе там, моли, у Лукашенко в образе таракана. Там, ну, то есть там есть действительно хорошие и смешные обложки, но в целом, мне кажется, что принцип, который я держала в уме, он в том, что даже над самым злом, даже над самыми страшными вещами нужно смеяться. И это то же самое, что было с дворцом Путина, да, где мы хихикали над стрипушником, над аквадискотекой и над тем, как Путин нелеп в этой своей жажде роскоши, жажде мебели, как у Людовика XIV, в этом своем желании построить дома казино, да, и личный театр, полностью там отделанный красным деревом. И насмехаясь над этим, мне кажется, мы посылаем правильный сигнал тем людям, которые смотрят нас в России. А абсолютное большинство наших зрителей на всех каналах физически до сих пор смотрят этот канал из России. Мы посылаем им сигнал, что не всегда страшного нужно бояться. Может ли такой стилек привлечь на вашу сторону сомневающихся? Может. Ты уверена в этом? Я уверена, что это возможно. Я не говорю, что это произойдет или произошло, и это случилось. Но гипотетически, конечно, да. У нас очень разные... Никто не оценивает наш фирменный стиль в комплекте. YouTube работает не так. Когда ты публикуешь огромное количество видео, мы публикуем огромное количество видео. В районе 55 или 60 в неделю. Алгоритмы YouTube выбрасывают тебе видео на главную страницу, на твою главную страницу YouTube достаточно случайным образом. И у нас нету стилистического единства между передачами специально. И да, на каких-то новостях, потому что автору этих новостей, там, конкретно Ивану Жданову, нравится такой стиль, нравится такая подача информации, он просит оформить эту обложку так. А какие-то другие форматы, например, долгий двухчасовой разговор о преемниках Путина, да, я сейчас говорю о лучшей передаче о политике, он оформлен совершенно по-другому. И тут не оформление, а YouTube решает, что покажет нашему пользователю, что покажет человеку сомневающемуся. Поэтому, предлагая сомневающемуся человеку как можно больше опций, что-то да сработает. Ты знаешь, какое самое популярное видео на популярной политике за всю историю популярной политики? Блин, я вчера смотрел, но забыл. Напомни, пожалуйста. Это шортс. То есть, да. Не, я смотрел длинный только, да. То есть это жанр вообще, который... Я помню, что в начале года мы плевались, мы говорили, да только какие-то 14-летние рэперы делают шортс. Зачем нам шортс, что мы можем сделать? В результате самое популярное видео этого года с 13 миллионами просмотров – это шортс, вырезка из расследований из нашего про Тимура Иванова. Это наш заместитель министра обороны Тимур Иванов. Он протягивает руку к запястью Песковой и поднимает манжет так, чтобы спрятать его часы. 13 миллионов человек, несколько десятков тысяч новых подписавшихся, и что-то мне подсказывает, что эти там, по-моему, 20 тысяч человек подписалось на популярную политику после этого шортса. Ну, это видно в статистике Ютуба. Ну, вот они, эти самые сомневающиеся, новая какая-то аудитория, не они ли это ровно и есть. И ты никогда не знаешь, что зайдет. Видео, где внутри
костюму медведя находится пресс-секретарь Путина, да, или какое-то серьезное видео, серьезная нарезка, да, там кого-то из пострадавших в Украине с прямым включением с места событий. Не знаешь, что и как сработает, поэтому мы пробуем все. У вас был эфир после того, как Крымский мост был взорван, да. Когда военный эксперт Баранец приходил, и Иван Жданов назвал его жирной мразью, прошу прощения, жирной тварью. Вот. Ну и, в общем, вел себя крайне странно. Как ты оценишь этот эфир? Там была перепалка, да. Действительно, Баранец назвал Жданова и кому? И Шевединова, да, по-моему, они были вдвоем эфира. Назвал их почему-то евреями, а не жидами. И предателями, потом еще и жидами, потом, ну, то есть была перепалка. Естественно, эту перепалку мы потом обсуждали с участниками этого эфира, с Русланом и с Ваней. Я лично являюсь противницей таких перепалок. Я в такую перепалку никогда не вступала в прямом эфире, и эстетически мне это не нравится. Но параллельно с этим, точно так же, абсолютно осознанно, достаточно давно, я авторизовала решение, что автор, человек, который в кадре ведет новостной выпуск передачи, ведет этот стрим, решает, что и как в этом стриме будет, а не я. Поэтому, когда ты видишь на экране вечерний выпуск ведет Руслан Шевединов и Леонид Волков, это значит, что только они решили, кого звать в этот выпуск, как с ними общаться. Грубо, мягко, дружелюбно, злостно. Если ты видишь в следующем выпуске, что за столом сижу я и Нино Ласипашвили, это значит, что мы с Нино встретились утром, раскидали темы, договорились, кто будет, как мы с ним будем разговаривать. У нас это работает так. Поэтому, естественно, я сказала по поводу этой ситуации с Баранцом, что, ну, по мне так не очень. Но никаких санкций, ни о чем таком речи быть не может. Но вы в итоге вырезали этот кусок? Мы не вырезали этот кусок. Его нет, по-моему, в этой трансляции. Это какая-то абсолютно мистическая ситуация, которую мы так и не разгадали. Этот кусок вырезан из общего большого стрима Ютубом. Не вами? Не нами, абсолютно точно. Мы проводили внутреннее расследование. Этот кусок вырезан не нами. Американская цензура. Наверное, она заговор, как Николай Платонович Патрушев говорит, заговор трансатлантических корпораций из Сороса. Серьезно, не знаю, если кто-то может объяснить этот феномен, мы разве что пытки не пробовали по отношению к нашим сотрудникам, чтобы кто-то сознался, и амнистию предлагали, но никто не сознается. Мне непонятно, каким образом из большого 5-6-часового стрима мог пропасть этот кусок. При том, что он отдельно существует в миллионе мест и перезаписан и так далее. Решения удалять его не было. Есть ли у вас какой-то протокол по тому, как вести соцсети? Может ли так случиться, что кто-то из членов ФБК постит что-то куда-то из соцсетей, и вы понимаете, что это прям сильно бьет по вашей репутации, и вы пытаетесь с этим что-то сделать? Постит где? В своей личной соцсети. Например, твит Ивана Жданова сообщает, что Су-34 упал с полным комплектом боеприпасов. Ужасно, что, вероятно, пострадали люди на земле, но хорошо, что ракеты не были использованы против жителей Украины. Ну, так себе твит. Даже если выступаешь против войны и против вторжения России в Украину. Что думаешь о нем? Ну, слушай, ты что, никогда не писал так себе твитов или так себе инстаграм-постов, или не говорил так себе вещи в интервью? Он был удален потом. Ваня сам его удалил. Еще раз, я не обладаю никаким авторитетом, чтобы говорить Ивану Жданову: удали, сохрани или делай что-нибудь еще с собственным его постом, его собственном твиттере. Я подозреваю просто от того, что я от самого Жданова слышала, что он посчитал этот твит тоже неудачным и поэтому удалил. Но я здесь такой же зритель, читатель твиттера, как все остальные, просто слышу от этого, что мы в одном офисе. У тебя тоже был твит срезонировавший, который ты удалила? Удалила? Твит про Дурова, которого ты... Да. Расскажи. Назвала дубайской шкурой. Я его переформулировала. Я его удалила и написала точно такой же, без слов «дубайская шкура». Ты назвала Дурова дубайской шкурой. Почему? Потому что это был момент, когда Telegram заблокировал
аккаунт, да, приложение, ну, телеграм-бота, вот как называется, умного голосования. Осень 21-го. Да, да. И тем самым очень сильно нагадил умному голосованию и помог Путину. И в голове моей не было ни одного объяснения тому, почему Дуров, человеку, который вывез из России все и давно, которого кинули в России, на которого отжали бизнес, которому там уничтожили все, что он наработал. И вот он уехал и в своем Дубае начал карьеру заново, и теперь никак не зависит от России и может спокойно себе работать и высказываться громко. А я считаю, что у людей с таким количеством подписчиков и с таким авторитетом есть обязанность, да, особенно в наше время сейчас, говорить громко свою позицию и отчетливо. Он занял позицию конформистскую, он занял позицию трусливую, давай называть вещи своими именами. Он прогнулся под ту самую власть, которая его же до этого и уничтожала. Поэтому я назвала его дубайской шкурой, потом кто-то мне предъявил претензию, мол, я оскорбляю девушек, которые занимаются в Дубае эскортом. Я решила, что действительно в этом есть доля смысла, и удалила этот твит. И еще раз, написала тот же самый твит с каким-то другим, менее изысканным оскорблением. Нет ощущения, что вот такая несдержанность, она мешает сделать так, чтобы в БК и вообще вся ваша деятельность была интересна не там 5 миллионам человек, условно, а 50? Каким образом отсутствие слов «дубайская шкура» в Твиттере сделает меня доступной до 50 миллионов человек? Я лично знаю много людей, которые боятся вас просто потому, что вы кажетесь радикалами. Они ценят работу, которую вы делаете, но просто как бы есть люди с таким темпераментом, понимаешь? И это тоже огромная часть русского народа. И они просто как бы, шарахаются от такого языка. Им кажется, что люди, которые так употребляют, особенно когда эти люди на стыке журналистики и политики, все-таки вы там изначально занимались политической деятельностью, сейчас там, в каком-то виде продолжаете ее заниматься, то для них это сразу же такое понижение дискуссии. Вот. И которое сразу же вот такие вот шторы закрывает перед тем, чтобы стать людьми, которые они готовы были поддерживать. Юра, ты мне опять цитируешь людей на стыке журналистики и политики, каких-то там медийных твоих друзей и знакомых, которые считают, что популярная политика, наш агрессивный стиль или еще что-то недостаточно хорошо для их интеллектуального уровня. И, извини, я сейчас цитирую абсолютно не таких людей. Я цитирую людей, с которыми у меня есть бытовые знакомства. Вот прям бытовые. То есть в том смысле, что мы там в одних местах с детьми гуляем. Вот. И когда мы обсуждаем, когда я объясняю, как много эти расследования, которые вы делаете, значат для того, чтобы говорить о том, как в России воруют, это нужно делать. И потом я слышу список претензий там, к Навальному и к вам. Так. Вот. Понятно, что на первом месте, особенно если эти люди не так называемой титульной нации, претензия за русский марш, вот, давний. А потом еще много претензий, что просто это не тот язык, которым политики должны разговаривать. Я сейчас транслирую не свою претензию, а претензию людей, которых я знаю, которым я жму руки регулярно, с которыми я встречаюсь и переписываюсь. Вот. Так что и это люди не из Фейсбука и уж не внутри Садового кольца. Вот. Я признавая то, что какие-то высказывания, твиты моих коллег могут быть рисковаты в моментах, я не вижу это большой проблемой. Я абсолютно уверена, что большинство наших зрителей, большинство людей, которые нас поддерживают, реагируют на такой язык совершенно по-другому. И реакция по умолчанию на это скорее типа «эх, хорошо сказанул», «ох, как он его приплющил». Да? Это то, что писали и говорили о Навальном, о том, что он наконец-то кто-то жестко что-то сказал про российскую политику, назвал Путина вором. Помнишь, как нас закидывали всем, чем только можно, когда мы там называли ворами системных либералов? Какие-то вещи нужно проговаривать в жесткой форме вслух. И если для того, чтобы люди поверили в то, что Венедиктов вор, мне надо сказать это 100 раз, разными словами, синонимами, и вор голосов, давай скажем так, и человек, который сделал очень много для того, чтобы помочь
Собянину и Путину, соответственно. Если мне это надо проговорить тысячи разных синонимов, с разной степени оскорбительности, я это проговорю. И, возможно, кому-то покажется это жестким, но это не изменит фактологической правильности того, что я говорю. Я очень слежу за тем, чтобы наши обвинения в наших расследованиях и то, что мы им вменяем, то, о чем мы рассказывали, всегда было фактологически корректно. Я помешана на перепроверке своих собственных фактов. И я сейчас трогаю все дерево в мире. 11 лет мы публикуем расследование, и пока не было ни одного случая, когда бы нас поймали на каком-то, вот прям на ошибке, на серьезной, грубой ошибке, когда мы там, не знаю, приписали дом, а у человека этого дома нету, да, приписали яхту, а у человека этого яхты нету. Мы очень аккуратны, мы очень любим факты, мы очень любим данные. И эмоциональный окрас, который сопровождает наши классные, хорошие находки, я считаю абсолютно корректным. Кому-то он не понравится, кому-то он покажется достаточно резким. Мне так не кажется абсолютно. 2 коротких вопроса по этой теме. Навальный мог бы назвать Дурова шкурой? Британский политик мог бы назвать кого угодно британской шкурой? Британский политик мог бы... Я же не британский политик, и я не Навальный. Я человек, который написал в Твиттере свое собственное мнение. Но ты и политик тоже. Я не квалифицирую себя как политика. Давай тогда конкретизируем. Как скорее ты себя идентифицируешь? Как расследовательницу. Но внутри организации, которая политическая. Политическая организация, да. Угу. Ну, то есть как сейчас временно, как медиа-менеджера, и временно, я не знаю, как продюсера фильмов. Ну, то есть это, безусловно, там, расследование, это центральная часть моей идентификации, когда и если я захочу заниматься политикой, а именно, там, я не знаю, избираться, писать себе предвыборные программы и как-то агитировать людей, уговаривать их и вовлекать в политическую жизнь, ну, я не исключаю этого, но как-то чуть-чуть, мне кажется, поменяется тогда тон. Возможно, сейчас есть некое искажение из этого. Мы в стране, где много лет жил Роман Абрамович. Когда с тобой начинаешь говорить про Романа Абрамовича, ты просто зажигаешься. Ну, это не только ты сейчас, Роман Аркадьевич, много чести. Нет, у меня есть набор любимцев. Безусловно, туда входит Роман Абрамович, но достойнейшие места занимают там, конечно, и Олег Дерипаска, и Алишер Усманов, и другие люди, если мы говорим об олигархах, конечно. Ты считаешь его мастером переизобретения себя? Абсолютно. Я считаю, что это человек, у которого есть, как в фильме «Man in Black», штучка, которая делает и стирает людям память. Ну, то есть это... Я не исключаю этого. Потому что он буквально умеет стирать людям память и изобретать нового себя на каждом новом этапе своей жизни. Абрамович — это абсолютно ключевой чувак, который стал олигархом в результате приватизации в 90-х. В конце 90-х заработал кучу денег и был губернатором долгое время. И казалось, что он таки будет всегда. Да? Вот плоть от плоти сначала, там, я не знаю, ельцинского режима, потом путинского режима. Человек, который вошел и стал шестеренкой путинской системы, да, получил огромные деньги и кучу активов в обмен на то, что он там не лезет в политику, не там спонсирует какие-нибудь оппозиционные партии и спонсирует то, что Путин скажет ему спонсировать. Например, дворец в Геленджике. Вот он такой, как бы вот был его образ до начала 2000-х годов. То есть... Уточнение, а он спонсировал дворец в Геленджике? Да. Да. А потом он приезжает сюда, будучи губернатором Чукотки, что у меня не укладывается в голове абсолютно, и покупает клуб Челси. Когда это только произошло, я подумала, странноватое решение такое, но не знаю, это же было еще не модно, никто это, особенно из русских, по крайней мере, не делал. А потом я как поняла, в чем был смысл. В течение нескольких месяцев, может быть, лет после покупки Челси и после инвестиции огромного количества денег, насколько я понимаю, в игроков, здесь я уже плаваю, немножко плаваю по фактуре, потому что это, очевидно, не моя тема с футболом. И после того, как Челси выиграл какое-то количество кубков или чего-то еще, который никогда не выигрывал, появился натуральный культ личности Абрамовича.
все, что было до этого, то, что он русский, то, что он губернатор, то, что он путинский, все это забыли, а стал он Романом Абрамовичем, владельцем Челси. Это такая покупка статуса. И решение купить Челси для Абрамовича, я признаю, было абсолютно гениальным. И никто так удачно с этого времени и не смог повторить это упражнение по очистке своей собственной репутации. И здесь достаточно скоро он оказался в своей новой жизни окруженный британской элитой, приглашая всех этих людей в какие-то там специальные ложи, смотря на болельщиков, которые приходили на стадион Челси с огромными транспарантами «The Roman Empire». Ну, вот, да, каламбур с Римской империей. И до сих пор, я недавно писала большой тред про Абрамовича в Твиттере, пару месяцев назад, ну, может быть, полгода. До сих пор под тредами в Твиттере ко мне приходят английские болельщики и говорят: да как тебе, Мария, не стыдно? Он так много сделал для английского футбола. И я говорила с этими людьми, я объясняла им, я им показывала дворец Путина. Я им показывала, как живет человек там, в российской деревне. Я им объясняла про войну, я им объясняла про мобилизацию. Я им говорила, что ну вот представьте, вот вас сейчас забирают и увозят воевать туда, где вы не хотите воевать, заставляют убивать, а потом вы подрываетесь на мине. Непробиваемо. Но зато у нас кубок УЕФА. Нет, Лига Чемпионов. Несколько титулов английской премьер-лиги и все остальное. Вот. Следующее переизобретение, как я понимаю, это культура в России. Это культура, конечно. Феноменально. И сейчас то, что ты считаешь, что он как бы внедряется в переговорный процесс по Украине. Конечно, конечно. Смотри, продолжая дискуссию, я должен оговориться, что вот в этой культурной, видимо, я тоже был частью вот этой культурной экспансии Абрамовича, поскольку я много лет работал в журнале «Про спорт», спортивном журнале, владельцем которого был Роман Абрамович. Просто для чистоты разговора это было как бы до 2011 года. Вот, я должен это сказать. Никогда ты не думала, что вот, например, отчасти вот особенно культурная штука, это вещь, что он понимает и даже согласен с тем, о том, что ты говоришь, и он хочет так компенсировать. Он понимает, что как бы вот то уже не отмотать, грубо говоря, от связи с Путиным уже никаким образом не дистанцироваться, и я хотя бы так помогу каким-то людям вокруг себя. Еще раз, это не моя позиция, я так не думаю, я просто как бы транслирую сомнения и каким-то образом пытаюсь вот эту вот твою категоричность расшатать. Ты мне рассказал эту позицию, я ее слышала много раз, и я вот просто не верю, нет. А что тогда это? Ну, это... вот его. То, что он дает деньги, например, на кинематограф российский. И причем это вот было классное кино. Ну как что? Вот у нас есть самый замечательный пример. Каннский фестиваль в этом году, на котором я была. И на котором тоже был Кирилл Серебренников. Он выступал на какой-то панели. Да. Выступал на какой-то панели. И в течение первых не фраз, наверное, чуть ли не кульминация его выступления была просьба снять с Абрамовича санкции. Мне кажется, что это прямо обсуждалось отдельно, и вопросы были из серии «Какого черта вообще происходит? Как это возможно?» Но, тем не менее, человек потратил свое время на сцене, потратил свое время на панели, чтобы попросить за Абрамовича. И мне кажется, я очень рада, что это произошло, потому что теперь мне вот в таком разговоре не нужно гипотетически объяснять какой-то сценарий, какую-то ситуацию. Вот мы увидели вторую сторону этой сделки. У любой сделки есть вторая сторона. И это... что тебе придется в самый неуместный момент, пока бомбят Украину, тебе придется попросить... Конечно. А тебе не кажется, что это личная инициатива Серебренникова? И другая, и... Это мы увидели... Это личная инициатива могла. Может, он так чувствует долго все воспринимает. Ну, конечно, так в этом и прикол. В этом и задумка, что раздавая людям деньги, у них возникает ощущение, эмоция долженствования, как будто ты этому человеку чем-то обязан, даже если деньги даны без каких-либо условий. Это статусная вещь. Это репутационная вещь. Абрамович это делает то, чтобы ты, Юрий Дудь, во время интервью со мной, это упоминал. Да, чтобы я рассказывала про это, делала свои расследования, да, чтобы мы
как бы, чтобы его статус... Прости, что я упомянул. Ну, Я что про он свою является... работу помнил, что у меня конфликт интересов. Что он является возможно, крупным филантропом, что он спонсирует российскую культуру, и балет такой замечательный, и галерея «Гараж» такая замечательная, и так далее, и так далее. Мы же не можем это выбросить, мы не можем его без этого обсуждать. И в этом и есть его коварная задумка. Так, а может, не коварно? Может, он так пытается просто отмыться от этого? Он просто понимает, что вот эти связи с Прутовски, с ФСБ, с Путиным, со всем остальным, они уже как бы просто не перерубаются вот так вот топором, понимаешь? И он просто подает такие сигналы. Он холит и лелеет этот канат, который ты только что перерубил, и продолжает отношения с Путиным, но об этом позже. Смотри, то, что мы обсуждаем, это называется управление репутацией. Да? Здесь в Лондоне есть куча фирм специальных, которые занимаются ровно этим. Самая классическая штука, которую ты можешь делать, и которую делают почти все российские олигархи, это спонсирование музея, очень известного музея. Тейт Модерн, например. Да, это супер известный, супер знаменитый музей, куда, наверное, невозможно не сходить, если ты приехал в Лондон в первый раз. Спонсоры Виксельберг, Михельсон. Михельсон — это из Матек, это тот же самый чувак, который оплатил дачу в Плесе Медведеву. Да, и вот в этом и прикол, что одной рукой ты даешь взятку Медведеву, оплачиваешь ему дачу в Плесе, а другой рукой ты даешь деньги на невероятные выставки в Тейт. И так делает каждый. Потанин, прекрасный пример. Потанин давал теперь уже деньги музею Гугенхайма в Нью-Йорке. И второе главное его место, его филантропии, был Кеннеди-центр в Вашингтоне. Ты платишь очень небольшую сумму денег по его меркам. Речь идет, вот в таких культурных проектах, речь идет о 2-5 миллионах долларов. Они столько зарабатывают за день, да? Ну, не за день, я преувеличиваю, но смысл понятен. За эту очень небольшую сумму ты получаешь твое имя, выбитое в граните буквально, на входе в этот Кеннеди-центр. Можно в Вашингтоне сходить и посмотреть. Там наряду со всеми спонсорами этого зала написано «Владимир Потанин». Ты получаешь доступ на все мероприятия. Ты открываешь какую-то там русскую комнату в этом Кеннеди-центре. А в случае Гугенхайма Потанин вообще как бы отбил инвестиции самым лучшим способом. Там была выставка, в начале 2000-х это была, которая называлась «Россия», восклицательный знак. И открывать эту выставку в Нью-Йорке, в музей Гугенхайма, приехал, угадай с 3 раз... Владимир Путин? Путин, совершенно правильно. И заплатив очень небольшую сумму денег, карманные расходы, ты получаешь то, что является определением мягкой силы. То, что нам рассказывает Путин в Нью-Йорке, в невероятном хорошем музее, известном, статусном и так далее. Приезжает, на фоне Путина написано «Россия», восклицательный знак. За очень небольшую сумму денег ты получаешь возможность заниматься такими вещами. И это, вот это и есть такая вот репутационное, это и есть управление репутацией, это и есть такое небольшое переизобретение себя, которым обеспеченные люди занимаются. Да? Оттуда у нас в университетах крылья имени кого-то, библиотеки имени кого-то, ресерч-центры имени кого-то. Ну, то есть это такое вот стандартное направление филантропии. Ну вот Абрамович просто взял как бы и поднял это на еще один уровень. И, по сути, история с Каддафи, которую мы обсуждали до этого, который давал деньги Лондонской школе экономики, это пример той же самой штуки. Почему тогда, на твой взгляд, Украина нормально относится к Абрамовичу как к переговорщику со стороны России? Все потому что палочка из Man in Black, которая делает так. То есть, по-твоему, украинцы не правы в этом? Абсолютно не правы. Они заигрывают с очень неправильным человеком и видят союзников в том, кто их союзником никогда не являлся, никогда не будет являться. Сам тот факт, что Абрамович допущен к переговорному процессу со стороны России, это уже клеймо и печать. Есть очень простое правило. Если что-то нравится Путину, нам это не нравится. Это плохо. Ты не хочешь этого. И Путину нравится Абрамович в рамках этого переговорного процесса. Мы все наблюдали за этой драмой, где он там появлялся, загадочный весь такой, ходил то в Турции, то в Украине. Отравление,
было, не было, как вот все, в какой же опасности находится жизнь Романа Аркадьевича. Да? Мне все это напоминает какую-то просто небольшую либерализацию того, кого Путин отправляет на переговоры в Украину. Вот, не Патрушева с Бортниковым, да, вот, а Абрамовича. Разница, по сути разницы никакой. Если он авторизован Путиным, нам с ним не по дороге. Абсолютно точно. Считаешь ли ты корректным так оценивать решение Украины, сидя в Лондоне, в то время, когда их херачат ракетами и... Решение Украины просить снять санкции с Абрамовича? Искать пути, которые помогли бы им прогнать, остановить огонь. Этот процесс уже завершен. Тут в этом плане, мне кажется, я абсолютно корректна. Если нет, я без каких-либо проблем извинюсь. Этот процесс переговорный, вот его стадия, этот формат завершен, к нему не возвращаются. Украина сама отчетливо и громко говорит, что никаких мирных переговорах до полного освобождения их территории, что является абсолютно неприемлемым для Путина, не будет. Соответственно, весь формат мирных переговоров сейчас исключен на сегодняшний день. Да. Суперфантазия. Суперфантазия. Если бы Абрамович смог поучаствовать в том, чтобы эти мирные переговоры завершились выводом войск России с территории Украины, ты бы закрыла глаза на все, что было у Абрамовича до? Я вообще даже, понимаешь, меня бесит даже вот это вот обсуждение мирных переговоров. Подожди. Мирный переговор — это история, что вы уходите с нашей территории. Что должно произойти для окончания войны в Украине? Это Россия должна убраться. Да, я именно только такой мир. Только такой мир. Да, я только про это говорю. Если Абрамович, условно, давай даже не в рамках переговорного процесса, а просто представим себе какую-то магию. Да. Делает каким-то таким способом, что завтра мы просыпаемся, и Украину больше не бомбят никогда. А лучше еще и Путина отправляют под трибунал. Да, конечно, мне этого хватит, чтобы закрыть все вопросы. То есть бывают поступки, которые искупают все твои косяки и преступления до? Масштаб этих поступок должен быть пропорционален, естественно. Про исправление косяков. А есть ли поступок, которым исправить свое прошлое и настоящее может Владимир Путин? Уже сейчас? Уже сейчас, да. Почти год спустя после начала войны. Слушай, Владимир Путин военный преступник. Это уже новый совершенно статус, от которого совершенно другие последствия. Я думаю, что юридически нет. Но если прямо сейчас, я не знаю, он решит выпустить себе пулю в лоб, наверное, кто-то его и простит. Не я. Список 6 тысяч. Да. ФБК составил список из 6 тысяч человек, которые поддерживают путинский режим. Все правильно. Какая-то практическая ценность у него есть? Только теперь главная тайна о нем, что в списке 6 тысяч 7 тысяч человек. Но мы не успели его еще переименовать. Какая в нем практическая ценность? По его мотивам вводят санкции? Конечно, и еще раз, конечно. Это его самая главная практическая ценность. Мы доподлинно знаем, что в той или иной форме им пользуются люди, которые отвечают за введение санкций в европейских странах. И мы не говорим, что прям не знаю, кто-то прям копипастит условно все 6 тысяч имен, хотя мы призываем к этому, и я считаю, что это оптимальные санкции, которые можно ввести прямо сейчас. Прям скопипастить? Да, прям скопипастить. Здесь там 7 тысяч в четверг вечером хренакс и всех. А в следующий четверг там еще столько же. И только массовость и неотвратимость этих санкций сделает их эффективными. Но хотя бы факт существования этого списка напоминает людям, напоминает европейским политикам, наверное, американским, канадским, японским, кто еще вводит санкции, что, ребята, торопитесь, ребята, есть еще поле, где работа не сделана вообще. Я тебе напоминаю, что до войны, мне кажется, пропагандистов почти не трогали, да, и это казалось каким-то маргинальным абсолютно мнением. И я помню, как мне предъявляли претензию, что да как же вы можете требовать введения санкций против Соловьева, он же журналист, у каждого должно быть право на свое мнение, он просто транслирует какую-то непохожую на вас позицию. Ну и ничего, потом началась война, и как миленькие арестовали все 4 виллы. 2. 4, Юра.
На Кома-4? Угу. Не 2? Там квартиры еще. Но виллы 2. Виллы? Надо лучше к Низовцеву обратиться, потому что он осматривал последний раз все его активы там. Ну, у него есть, значит, основная вилла на озере, самая красивая, вилла мамы в горах. И еще они что-то докупили за несколько месяцев до войны. И вот это я уже своими глазами не видела. Называется, как бы не очень удачно инвестировал за пару месяцев до войны. Хочу про 3 фамилии спросить в списке. Давай просто, ты можешь спрашивать меня про любые фамилии, Да. но давай мы обговорим в самом начале, что я не имею никакого отношения к составлению этих списков. 0. А кто его составляет? Команда юристов, коллективным мнением, там несколько человек из ФБК, плюс в основном это юристы. И Леонид Волков? Волков есть в этой группе, да, людей, которые принимают Ты решения. есть в этой группе? Нет, меня нет в этой группе. Меня туда не допустили. Да? За радикализм. Ну, потому что я хочу ввести санкции против всех, и мне сказали, что они понимают и принимают мою позицию, что под санкции нужно подводить всех олигархов, всех их семьи, всех их юристов, всех их людей, которые помогают им открывать счета. Все они виноваты. Но для настоящей вдумчивой работы, а не для пропагандистской работы или еще какой-то, конечно, нужно взвешивать, и, конечно, нужно соблюдать какой-то там механизм оценки, кто должен быть в этом списке, кто не должен быть в этом списке. Поэтому, видите, меня изгнали за радикализм. Но, тем не менее, прокомментировать ты можешь, Да, как человек, могу который постараться, абсолютно разделяет, как я понимаю, все или почти все. Ксения Собчак. Да. Почему она там? Потому что она способствовала победе Владимира Путина на выборах президента, играла роль марионетки, которая должна была отвлечь внимание от того, что Навального по абсолютному беспределу не допустили до выборов. Потому что спойлер. Да. Алексей Венедиктов. Почему он там? Потому что он ворует голоса. Потому что он топил за электронное голосование в 2000... Алексей Венедиктов может быть прекрасным журналистом или прекрасным медиа-менеджером радиостанции. Многие люди наверняка его за это уважают и считают его вклад большим, по крайней мере, с точки зрения управления «Эхом Москвы». Но все его регалии, все его заслуги не отменяют того, что он участвовал в крупнейшей фальсификации выборов за последнее время, будучи главным лоббистом и лицом электронного голосования, из-за которого, да, здесь я не концептуально рассуждаю, давай прям на землю вернемся. Из-за электронного голосования в Москве Москва недополучила 8 депутатов, в том числе Михаила Лобанова, да, который избирался по 197 округу, это университет Кунцево, Крылатская, где он победил офлайн. Он выиграл на участке. А потом в течение ночи, после закрытия участков, этот результат изменился на 180 градусов. Победил там пропагандист Попов. И теперь из-за электронного голосования Алексея Венедиктова вместо приличного математика в Госдуме сидит, сами знаете, какой журналист Попов с Второго канала. А сам Лобанов, смотрите, как замечательно закольцевалась история, а сам Лобанов сидит в Сахарово. И вот ровно в этом и есть вина Венедиктова, в том, что без его дега депутатом был бы Лобанов, а с его дегом Лобанов в тюрьме, а Попов абсолютно мерзкий пропагандист и отвратительный человек, с какой стороны ни посмотри, абсолютный хам и проходимец, да, который писал мне не самые приятные вещи в Твиттере и вел себя абсолютно отвратительно. Он теперь депутат. Он, Попов, теперь пишет всем россиянам законы. Вот я не могу понять, как это может не бесить. Я не могу понять, как здесь можно отделить Венедиктова от этого всего. И это всего лишь один пример. Еще есть 8 таких округов, где электронное голосование опрокинуло голосование офлайн. И все, что связано с этим электронным голосованием, это все Венедиктов. Венедиктов лично, своей репутацией отмывал электронное голосование от всех нападок. Даже сейчас, я недавно наткнулась на какой-то его эфир, на вырезку. Знаешь, что он говорит?
Он говорит, что да, возможно, электронное голосование сфальсифицировали, но ничего не доказано. Есть уголовные дела? Нет уголовных дел. Значит, ничего такого и не было. Венедиктов является частью путинской элиты. И никак по-другому это воспринимать нельзя. С помощью электронного голосования он обеспечил победу, я не знаю, кандидатам от партии Путина. Он обеспечивает репутацию Собянину. Я абсолютно уверена, что он это делает за деньги от Собянина. И таким образом эта Собянинская башня, условно собирательно, готовится к какому-то сценарию, когда, возможно, они там, не знаю, будут выбирать преемника Путину. Вот что делает Венедиктов, и поэтому он в списке, а не за «Эхо Москвы». Не из-за того, что они звали каких-то проходимцев и не пойми кого на «Эхо Москвы». До этого нам в фоне борьбы с коррупцией дела нету никакого. Пофиг, что он делает на самом «Эхе Москвы». Не пофиг, что он делает с выборами, а именно он их ворует. Попробую побыть адвокатом Венедиктова, признавая, что электронное голосование — это действительно шляпа. Но вот просто представь, что Россия, в которой Венедиктов живет до сих пор, это место, где для того, чтобы... до начала войны так работало. Но и то, за что вы ему приписываете, это тоже случилось до начала войны. Электронное голосование, да. Конечно. Венедиктов руководит крупнейшим медиа оппозиционным. Да. Оппозиционным? Медиа. «Эхо Москвы», крупнейшее оппозиционное медиа. Они бы на тебя сейчас обиделись, если бы ты услышишь, что ты их называешь оппозиционными. Это крупнейшее медиа, где оппозиционеры могли получать голос. Да. Туда приходили и люди от власти, но и оппозиционеров там было более чем достаточно. Да. Это, допустим, такого размера его вклад в хип-хоп, в Россию. И для того, чтобы у него это оставалось, ему нужно пойти на сделку. Мерзкую, отвратительную. Да. Она здесь. Для того, чтобы сохранить это. Так. И эти голоса получали доступ. Это не является компенсацией за эту подлость? Что много лет он это делал. Еще раз, я сейчас не транслирую свою позицию, и я сейчас попробую выступить его адвокатом. Очень важно, особенно сейчас, особенно во время войны, когда люди умирают каждый день тысячами, не скатываться в эту ловушку морального релятивизма и не искать какого-то оправдания тому, что было, очевидно, дурацкой затеей. Это все у меня сидит в одной категории ситуации. Венедиктов спасал радиостанцию, поэтому ему пришлось делать электронное голосование. Чулпан Хаматова спасала детей, поэтому она была доверенным лицом Путина, агитировала и говорила что-то про Северную Корею. Давайте вспомним Ньюта Фидермессер, доктора Лизу и всех остальных, кому достаточно плохие вещи, которые они делали, вредные для страны вещи, прощали, потому что параллельно они делали что-то большое и нужное. Я призываю отказаться от этой модели. И сейчас уже абсолютно очевидно, что эта модель нерабочая. И сколько бы мы раз не понимали всю боль этой Чулпан Хаматовой, она лучший пример, потому что этот человек реально спасал детей, просто жизни конкретные спасал тысячам детей, которые не выжили бы без нее. И компромисс, на который она публично пошла. Я никто, и звать меня никак, чтобы осуждать такой выбор, но давайте мы хотя бы признаем очевидное, что такими Чулпан Хаматовыми, Ньютами Федермессер, я не знаю, Алексеем Венедиктовыми и прочими людьми, которые этими людьми-компромиссами, ими вымощена дорога, которой Путин пришел к диктатуре, к тоталитаризму. Он наступал и вскарабкивался с помощью таких людей все выше и выше. Сначала Чулпан, потом Ньюта, потом еще следующая ступенечка доктора Лизы. И эти все люди, отмывая путинскую систему, произнося такие фразы, что Северная Корея лучше, чем революция, будучи его доверенными лицами, участвуя в подставных выборах, как спойлеры,
все эти актеры, которые это делали, чтобы сохранить театр, все эти журналисты, которые это делали, чтобы сохранить газету, все это было отвратительной идеей. Давайте мы хотя бы теперь ретроспективно это признаем и скажем, что делать так было не нужно. И во всех этих спорах на эту тему Навальный был прав. Теперь понятно, отматывая назад задним умом, что это все было абсолютно дурацкой, вредительской деятельностью. Алексей Венедиктов, я не думаю, что Алексей Венедиктов делает эту штуку с ДЭГом, дистанционным электронным голосованием, ради того, чтобы спасти радиостанцию. Мне кажется, что это не так. Я предположу, что он это делает скорее за деньги, нежели чем за идею «Эхо Москвы». Почему в этом списке есть Олег Кашин? Представления не имею. Разжигал войну. Он там же, наверное, со всеми пропагандистами, насколько я понимаю, он в своем телеграм-канале топит за русский мир. Я сейчас чувствую себя жутко некомфортно, потому что я рассуждаю о чем-то, что я не читаю. Ну, Олег Кашин, смотри, Олег Кашин против войны. Он выступает последовательно против войны, и он, как я понимаю, принимает катастрофу произошедшего. И вполне открыто об этом говорит. Но при этом Олег Кашин давний хейтер ФБК. Еще раз, я подчеркну, я не читаю СМИ Кашина, поэтому я не уверена, я не знаю, как он высказывается про войну, а так как вопрос вполне конкретный, ну, то есть нам либо с тобой надо на цитаты перейти, ну, так на слово я просто, я не могу, а может, он все-таки что-то высказывается по войне. У меня недостаточно информации, чтобы рассуждать на эту тему, я не знаю искренне, что он пишет, я его не читаю и другим не советую. Смотри, а, например, если человек топил за Путина до 24 февраля, а 24 февраля, ну, просто понял, что это катастрофа, что, типа, его красные линии перешли, и он публично высказался против и, как бы, заявил свою позицию. Ты думаешь, такое возможно? Мне кажется, что люди невозможно топить за Путина до 24 года, а потом передумать. Мне кажется, что все, кто могли понять, поняли это сильно до 24 года, нет? Есть пример, давай на конкретно. Да даже Олег Тиньков. Но он не топил за Путина. Он не топил, но он как бы вот это царь, хихи, ха-ха, и вот это вот как бы прочие вещи. Если я говорю, что он не топил за Путина, как видишь, меня даже не пустили составлять санкционные списки. Ну, конечно, это была какой-то просто, знаешь, какой-то дурость какая-то, которую он сказал про этого царя. Ну, а давай теоретически представим. Вот человек поддерживал его, ну, допустим, как бы без какой-то упоротости, но поддерживал, да, был сторонником. Но после этого резко поменял убеждения. Да. Он в такой список попадет? Нет. Угу. Ты в курсе истории, почему... Он может выйти из такого списка, я тебе скажу больше. Расскажи. Ну, есть механизм выхода. Точно так же, как механизм входа, механизм выхода из списка тоже есть. В том же самом файле, который публикуется, где новые имена, там ниже секция «Удаленные имена». Ну, как правило, там только те люди, которые умирают, и поэтому исключаются из списка 6000. Но есть и другой способ быть вычеркнутым из этого списка, а именно сделать четкое публичное антивоенное высказывание. Создатели системы распознавания лиц, да. Они, когда попали в этот список, они связались с Волковым, высказались, их исключили, да. Поднялся шум, и их снова вернули. Да. Что за ерунда? По-моему, их исключили изначально категорически неправильно. Я всегда была в лагере тех людей, которые говорили, что вы сделали, почему вы их исключили, с какой стати. Из-за их распознавания лиц теперь в Москве винтят превентивно перед какими-то акциями протеста тех людей, которые, может быть, могут куда-то выйти. Я абсолютно уверена в том, что сейчас, когда мобилизация развернется там следующей волной и станет совсем полномасштабной, что этими камерами будут ловить, отводить в военкоматы и так далее. Я не понимаю искренне, почему коллеги их исключили изначально. Мне кажется, там произошло просто какое-то недопонимание. Прямо вот буквально недопонимание. Там не прочитал, там кто-то сюлил, написал другое, на самом деле оказалось не так. Мы сплоховали, не перепроверили, и это была ошибка, которую мы исправили. Я очень рада, что коллеги ее исправили. Мне кажется, это супер важно и супер правильно, что они включили их обратно. Ну, то есть вот у таких людей в твоем представлении возможности выйти из списка нет? Нет. А ты... Сказала нет. Я так разозлилась из-за того, что они сделали с камерами наблюдения. У этих людей, мне кажется, все-таки есть способ выйти. Но я бы сказала, что спрос, конечно, больше, и, естественно, требуется
открытое и однозначное осуждение войны, но от всех этих людей, которые занимались всей этой работой на мэрию, всеми этими проектами, всеми этими парками, инновациями и всем прочим, мне на самом деле нужно одно – показания. И когда они начнут приносить мне в отдел расследований, да, в коллективный наш орган, бумажки, договоры, банковские проводки, рассказы о том, как они давали взятки чиновникам, рассказы про то, как они платили откаты, когда они строили что-то в Москве или не в Москве, в любой сфере. Вот тогда мы начнем разговаривать. Деятельное раскаяние. А они будут получать амнистию за это? На каком уровне? Смотри, люди принесли пока говорим о списке 6 тысяч, да. Это рекомендации, это не документ, это не законодательная люди принесли инициатива. Показания в отдел расследования в БК о том, как, то есть как происходит, там, грубо говоря, оказание сферуслуг в мэрии Москвы. Да. Они тебе принесли все документы и все остальное. Да. Как это будет работать дальше? Да. Гипотетическая ситуация. Никогда такого не было. Я сейчас фантазирую просто, чтобы наши зрители понимали. Я изучаю эти документы, мы их перепроверяем, смотрим на их аутентичность, проверяем любым способом, каким можно, там, 2-3 источниками, что это соответствует действительности. Если это соответствует действительности, я иду на другой этаж на заседание рабочей группы, которая составляет эти списки, и говорю: ребята, пожалуйста, вот у меня такая фамилия, мне хотелось бы, чтобы этого человека исключили из списков, не могли бы вы рассмотреть такую возможность, потому что человек, очевидно, деятельно раскаялся и сделал антивоенное заявление. Я надеюсь, я почти уверена, что все меня поддержат. Угу. Вот звучит как Следственный комитет но только мы не сажаем. Но только мы не сажаем и не вводим никаких санкций юридически. Мы не можем, мы рекомендуем другим это сделать. Поэтому любые вот эти вот обвинения в том, что ФБК превратился в какой-то карательный механизм, это все смешно, потому что мы работаем на уровне рекомендаций, теорий. И я не думаю, что я не знаю, кто-то из нас даже когда-либо окажется в позиции, чтобы действительно эти санкции вводить. Никто из нас никогда не будет европейским чиновником. Да? То есть это все очень... Это лоббистская работа. Лоббистская работа не равно законодательная работа, поэтому я не думаю, что тут речь идет о какой-то неоправданной, агрессии или еще чему-то. У тебя папа занимается бизнесом? Угу. И, если я ничего не путаю, одна из компаний, где он является совладельцем, другой учредитель, там акционерное общество, Зеленоградский нанотехнологический центр, который получил подрядов для Минпромторга на много миллиардов рублей. Папа работает в этом бизнесе. Может быть, да. Правильно я понимаю? И папа, насколько я понимаю, тоже не публично у тебя живет. Он не высказывается по политике и ни почему. Нет. Он соучастник путинского режима? И должен ли он попасть под санкции в этой логике? Конечно, под санкции? Конечно, нет, не должен. Он не чиновник, не пропагандист. Мы не включаем в список 6 тысяч просто всех людей, которые живут в Москве. Ага. Он соучастник путинского режима? Я не знаю ничего о том, чем он занимается сейчас и последние годы, наверное, последние лет 15. И... Скажу тебе честно, до этого интервью у меня даже была идея узнать, чтобы мочь оперировать этими данными. А потом я подумала, ведь это будет нечестно, ведь это будет враньем, если я всю жизнь не знаю, чем он занимается. А тут я пошла, поресерчила, набрала фактов и рассказываю тебе о том, как он это делает. Возможно, мне в этом желании проще. Возможно, где-то именно в этом поле лежит ответ на вопрос, почему мы такое количество лет не общаемся вообще. Объясни. В каком поле? В поле того, контрактов с как он живет и чем он занимается. Вы не общаетесь 15 лет? Очень, я не знаю, знаешь, нету даты, с которой мы перестали общаться. Эта история гораздо более печальная и грустная, чем загадочная или мистическая какая-то, или еще что-то, как писали пропагандисты. Я просто не могу его взгляда на жизнь и то, как надо жить, что надо делать, во что надо верить, несовместимо с моими. И несмотря на несколько попыток как-то возобновить отношения,
этого сделать не получилось, я не думаю, что получится. Он государственник? Да хуже. Хуже. Он, конечно, не все так однозначно. Ты про взгляды. То есть он симпатизирует Путину? Нет, я не знаю. Слушай, еще раз. Ты пойми, насколько Последняя это токсичная точка. тема. Стоп, подожди. Прости, пожалуйста. Я тоже не хочу быть Андреем Малаховым. Я всегда испытываю на этот счет дискомфорт, когда лезу в личную жизнь. Да нет, но мне тут как бы нечего особенно скрывать. Но я просто не допонял, поэтому спрашиваю. А когда вы последний раз общались, или когда ты пыталась возобновить общение, в чем была проблема? В том, что он... Это очень сложно сформулировать. Проблем много, они одновременные. Это не только политическое, но политическое здесь тоже играет свою роль. Родители развелись около 20 лет назад, разошлись около 20 лет назад. Их развод был неприятный, плохой и оставил на мне травму, несовместимую с поддержанием здоровых отношений с ним. Тут и на самом деле, нет, тут неправильно тоже на большую аудиторию говорить такие вещи. Я говорю, что до этого времени все свое детство, с момента, который я себя помню, до своего почти совершеннолетия, я воспитывалась и существовала в условиях близких к идеальным. И если что-то родители сумели в меня заложить, сумели мне дать, сумели мне предложить, как ребенку, подростку, молодому, взрослеющему человеку, все это они мне дали с огромным излишком. И когда я думаю об отношениях с отцом в том числе, я провожу очень жирную линию, которой я разделяю свое детство, которое было лучшей версией детства, которое можно представить в 90-е, в России, и тем, что происходило после этого. За первую часть я очень благодарна и в вечном долгу. Но дальше идет «но», которое, к сожалению, я не горжусь этим. Это болезненная для меня ситуация, болезненная для меня тема, но, к сожалению, мы не можем преодолеть эту пропасть никаким способом. И я абсолютно искренне не знаю, что он делает, ни где он, ничем он занимается, ни взгляды его на вещи, никаких таких вещей не знаю. Как распределяется структура в ФБК? Перед тем, как Навального посадили, мы специально все спланировали так, чтобы без нашего главного начальника все работало. Перед его вылетом? Перед его вылетом, это было в Берлине, мы потратили на это несколько дней и прямо осознанно нарисовали практически ветки сценариев, которые возможны, сколько Алексея нету, как сильно с ним есть связь или нет связи, да, то есть прямо проговорили. Алгоритмы со стрелочками? Да, буквально, прямо буквально, для каждого сценария. В целом, сценарий, который случился и реализовался, сейчас это выглядит таким образом. Мы разделили все на 3 части. Всей частью, связанной с политикой, занимается Леонид Волков. Всей частью, связанной с медиа и исторически, с расследованиями, понятно, это тоже мне осталось, занимаюсь я. А всей организационной частью именно как директор ФБК, зарплата, найм, оборудование, все, ежедневное управление организацией, этим занимается Иван Жданов. И вроде пока выглядит так, что конструкция достаточно устойчивая. Да? Прошло 2 года ровно с посадки Навального, и пока, как видишь, не переругались, не перессорились, как минимум, а ФБК не только пересобрался после дела об экстремизме, но еще и увеличился в размере. Мы запустили новые студии, новые каналы. Вроде работает схема. Про устойчивость есть вопрос. Слив сторонников в 2021 году. Причем их было 2 или 1. Точно был 1 весной. И еще писали про то, что получили доступ к тем, кто вам донатил осенью. Было такое, да. Слушай, это 2 абсолютно разные истории. Расскажи. И про них относиться к ним надо тоже по-разному. Первая история — это из весны 2021 года. Да. Это история достаточно печальная, за которую нам неудобно, стыдно, и последствия которой мы до сих пор пытаемся исправить. У нас произошла утечка, правильно сказать, это утечка тех, кто регистрировался в умном голосовании. Речь идет об имени, фамилии, имейле и
эта база хранилась у нас, теперь очевидно, не самым безупречным образом. Один из бывших сотрудников, у которого остался пароль, в какое-то там облачное хранилище, сумел выкачать все, что там было, а потом, соответственно, передать и опубликовать. У нас есть отдельное расследование на эту тему. Мы расследовали этот случай точно так же, как мы расследовали любой наш другой кейс, как мы расследовали, не знаю, отравление Навального. Мы смотрели по биллингам, мы смотрели по перелетам, и эту историю разобрали полностью. И это наш бывший сотрудник, который совершил это по тем или иным причинам. Мы не знаем, почему. Он не очень, видимо, хорошо ушел от нас, и вот это у него осталось. А потом продолжение получилось этой истории, как выяснилось, когда он ходил на допросы в Следственный комитет, в технический переулок. Он записал на Apple Watch несколько допросов его по делу об экстремизме. И там тоже рекомендую посмотреть, можно предложить зрителям. У нас есть ролик, интервью этого нашего бывшего сотрудника Ивану Жданову, где он во всех подробностях рассказывает, как Следственный комитет фабрикует дело против Фонда борьбы с коррупцией, экстремизма. Наверное, вот он пытался как-то свою вину этим компенсировать. А осенью? Осенью это совершенно другая история. Осенью к осеннему, так называемому, сливу мы не имеем никакого отношения. Это на самом деле просто вторая серия этого представления с сливом базы умного голосования. Видимо, поняли, что вот это такая тема болезненная, и если то было действительно нашим недосмотром и нашей ошибкой, то осенний слив — это был целиком придуманный спектакль под выборы в Государственную Думу. Они слили, кто-то слил некий список из 70 тысяч позиций или скольких-то, большого количества людей, которые когда-либо за все времена отправляли деньги в ФБК. Эти данные не хранятся у нас. Это не наши данные. Это данные, скорее всего, Росфинмониторинга или одного из банков, который хранит архив транзакций, связанных с нашим юридическим лицом. Мы на протяжении более 10 лет были абсолютно легальной организацией, в которую донатили, по-моему, там больше, чем 100 тысяч спонсоров у нас было за все это время, даже там, по-моему, больше, и вот 70 тысяч из них каким-то образом оказались в этой базе. Но источник этого слива не мы. Это условно-собирательные спецслужбы, Росфинмониторинг, банковские регуляторы, кто угодно просто выкачали все транзакции, связанные с ФБК, и публиковали их. И при этом, еще что интересно, обогатили их другими данными. Потому что если ты посмотришь на эту таблицу, ты увидишь, что там есть, например, домашние адреса. Нету никаких обстоятельств, при которых мы бы собирали домашние адреса для платежа, для доната ФБК. Просто мы не спрашиваем это. Там номер карточки, имя, фамилия, имейл. Да, то есть эти данные из финансовой вместе, их обогатили данными из госуслуг и выкатили на всеобщее обозрение для того, чтобы пугать, для того, чтобы показывать, что иметь дело с ФБК опасно, и для того, чтобы создать иллюзию второго слива, да, того, что у нас настолько все не под контролем, что вот второй раз такое произошло. Но это неправда. Но опираясь на первый слив, вы сейчас организуете штабы новые, вы об этом объявляли, но где гарантия у людей, которые, находясь в России, будут иметь отношение к этим штабам, точно так же не сольется, и они не сядут? Мы учли все ошибки, которые можно было учесть из-за того самого слива. И я не могу найти правильных слов, чтобы сказать, насколько серьезно мы к этому отнеслись, и насколько большим, в плохом смысле слова, событием это стало для Фонда борьбы с коррупцией. Мы очень надеемся, что это никогда не повторится. И проанализировав все возможные уязвимости, сейчас мы поняли, что самое простое, что мы можем делать для новых штабов, для подпольных штабов, это не собирать ничего вообще, даже имен, даже имейлов, ничего. И если этого нету у нас, то, соответственно, у нас это невозможно украсть. Регистрация в новой системе штабов работает таким образом, что ты, используя VPN, используя браузер Tor и используя временную одноразовую почту, да, которой ты воспользуешься один раз, тебе туда придет логин и пароль. Так. И этот логин и пароль — это единственная связь с вот всей сетью штабов и возможность с координаторами там
общаться, и между собой там общаться с другими людьми. Если ты его потеряешь, все, нет возможности восстановить. Регистрируйся заново, делай что-то еще. Мы не спрашиваем ровным счетом ничего. Для нас это, помимо технических штук, таких как VPN, Tor и все остальное, вот это вот не хранение этих данных для нас это какой-то дополнительный еще слой, чтобы обезопасить людей, потому что, конечно же, цена поддержки нас во время войны поднялась еще выше. Угу. А если коротко, в чем смысл этих штабов? Эти штабы мы попытаемся сделать точно такими же центрами региональной политики, региональной оппозиционной активности, какими были наши настоящие штабы. Угу. Мы пытаемся вернуть то, что у нас отобрали, то, что мы потеряли нашу инфраструктуру, которую на самом деле не было больше ни у кого. Ни у какой другой политической организации такого нету. Да? То есть, существуют штабы «Единой России» по регионам, да, куда там, я не знаю, какое-то отделение, их молодежное отделение, молодая гвардия. А если ты живешь в регионе и не хочешь идти в молодую гвардию или когда-то там движение «Наше» или еще что-то такое, сунуться тебе некуда, податься тебе совершенно некуда. И наши штабы были такой точкой притяжения. И местом, и как бы откуда организовывались протесты в регионе, вот эти вот все митинги, помнишь, когда были, они же все были одновременно в нескольких городах. Как это происходит? Это происходит таким образом, что в каждом городе у нас есть свой штаб, свой координатор, который все это дело запускает и следит, чтобы все было сделано, заказано, чтобы была сцена, чтобы, если это подразумевается, или чтобы был маршрут, или чтобы была страница этого события, люди знали, куда идти. И мы хотим даже в подпольном, даже в усеченном формате, но сохранить вот эту нашу главную черту, которая отличает нас от всех остальных, то, что мы способны организовывать людей. И с помощью этой сети штабов можно будет выбирать какую-то себе политическую активность, которая комфортна в этот конкретный день, в этом конкретном месте. Может быть, это дизайн листовки. Кто-то сидит у нас дизайнер где-нибудь, я не знаю, там в Краснодарском крае хорошо и классно рисует. Нарисовал листовку, загрузил туда, предлагает всем скачивать и распечатать. Не умеешь рисовать, распечатай листовку, повесь в лифте. ФБК в Твиттере постил инструкцию, как пользоваться, ну, что будут делать штабы. И там 5-й пункт, 5-й, кажется, что вы выполняете задания по борьбе с Путиным, получаете баллы и получаете новое задание. Ну, слушай, это выглядит как видеоигра. Это, очевидно, какая-то геймифицированная версия того, что я только что тебе рассказала про листовки, дизайн и все прочее. Это что-то оттуда. Мне кажется, ровно такие задания имеются там в виду. Ну, выглядит странно сейчас. Вот именно в такой формулировке. Возможно. Поможет ли это бороться с Путиным? Поможет ли напечатанная на принтере и повешенная в лифте листовка бороться с Путиным? Да. В каком-то смысле, да. Ты знаешь, как бы вот в этом и суть этого вопроса, что протесты работают таким способом, что иногда повешенная в лифте листовка решает очень много. И это дополнительная пара в глаз, которая что-то увидит и что-то прочитает. Иногда протесты работают другим образом. И я не знаю, когда здесь, в Великобритании, когда женщины боролись за свои права, суфражистки, да, они били стекла, приковывали себя к забору специальными поясами, да, и бросали бомбы в почту, а потом бросались там под лошадь на скачках. Иногда протесты зарабатывают такие. Да, женщины сейчас голосуют точно так же, как мужчины везде. Каждый делает то, что ему комфортно делать в этой ситуации. Мы не собираемся никому советовать и призывать кого-то прямо сейчас идти и поджигать военкомат. Это делать некорректно и неправильно, тем более там, в нашем сейчасшнем положении, когда мы это делаем издалека. Поэтому мы стараемся соблюдать эту моральную границу достаточно осторожно. Если человек сам хочет участвовать в каких-то действиях там, более радикальных, чем расклеение листовки, человек должен брать на себя эту ответственность и делать это от своего лица, а не потому, что его туда позвал кто-то. Навальный, штабы или какая-то другая политическая организация. Это такая вещь очень индивидуальная. В команде Михаила Ходорковского сейчас работает такой человек, как Ростислав Мурзагулов. Еще недавно он был советником президента Башкортостана, но не поддержал войну и теперь в эмиграции.
Ты про него как-то написала. Ты его назвала наглым жуликом, который всю жизнь просидел на побегушках, не хочу использовать другое слово, у путинских чиновников, а теперь работает у Ходорковского. Ничего общего, пока там работает этот подонок, иметь решительно с ними невозможно. Твое отношение к нему, то, что он уехал и поддержал войну, не изменило? Нет. Я не понимаю, зачем его брать на работу тем или иным организациям, абсолютно закрывая глаза на контекст. Ну вот сейчас он передумал и считает так, послезавтра он передумает и будет считать по-другому. По-моему, с такими людьми связываться не надо. И это все, что я пытаюсь сказать. Смотри, я глубоко сочувствую и считаю невероятно несправедливым, что Лилия Чанышева сейчас находится в тюрьме, и всячески хочу, чтобы она как можно скорее оттуда вышла. Собственно, Мурзагулов работал в правительстве Башкортостана. Когда давили на Чанышева, на штабы и уничтожали там зачатки политической жизни в этом очень сложном регионе. Да. Я вообще не знаю, искренне ли поменял свои убеждения Мурзагулов. Да. И вполне допускаю, что нет, что не искренне. Но можно ли ворваться в прекрасную Россию будущего, не предложив тем людям, которые работают на режим, какой-то путь, собственно, отхода? Не сделав так, чтобы у этих людей была мотивация менять свои убеждения. И со стороны вот этой вот репрессивно-диктаторской государственной переходить на сторону все-таки другую. Так я поэтому всегда и говорю, что в санкционные списки сейчас должны быть пересмотрены. Их механизм. И туда должен быть внесен механизм выхода из санкционных списков. Я топлю за идею... Ты про санкционный, не про... Нет, я про принцип. Да. Я про принцип того, что даже если ты загремел куда-то по сумме того, что ты сделал для путинского режима, это не значит, что ты там навсегда. Потому что мне не нравится произносить эти слова, но параллельно с этим я признаю, что если эти санкции не сработали за 10 месяцев войны, значит, что-то в дизайне этих санкций не так. И нам нужно приложить все усилия, чтобы они были прописаны и очерчены лучше, и работали более эффективно. И привели к главной цели, ради которых они существуют, а именно к тотальному коллапсу путинского режима. И я не отрицаю принцип того, что, конечно, для тех, кто работает сейчас на Путина и готов менять сторону резко, высказываться публично и так далее, должен быть предложен какой-то механизм. И этот механизм является какой-то интерпретацией там, вот этого пресловутого деятельного раскаяния, дачи показаний, очень подробного объяснения того, к чему этот человек имел отношение. Я не думаю, что мы должны просто так закрывать глаза на прошлое людей, потому что люди, которые работали на путинский режим в 18, 19, 20 году, это не те же самые люди, которые работали на путинский режим за 15 лет до этого. Контекст поменялся очень сильно. И в моем понимании водораздел проходит где-то по рокировочке. Да? И вот до этого чего-то можно еще обсуждать. А после любой человек, любой Кудрин, Греф, Набиуллина. А вот давай пример, да? смотри. Вот. Это уже все фикция. Они просто нам говорят, что они либералы и на самом деле меняют и систему изнутри, а на самом деле они точно такие же путинские жулики. Смотри, давай все-таки посмотрим, пофантазируем о схеме. То есть какой она могла бы быть? То есть какой-то конкретный чиновник, не знаю, Герман Греф, например, не хочет ассоциироваться с путинской Россией. Он хочет всему миру заявить... Греф под санкциями? По-моему, да. Заявить всему миру, что он против войны и продолжать там, собственно, жить полноценной жизнью космополита, летать в Баден-Баден, вот, и иметь возможность просто быть открытым этому прекрасному, красивому миру. Да. Что он должен сделать? Он должен сделать это. Он должен сказать, что публично сказать, что он не намерен больше ни дня работать на путинский режим, потому что путинский режим развязал агрессивную войну, а потом он должен своими действиями
максимально деятельно показать степень своего раскаяния. В случае Грефа это настолько просто, потому что Греф — это один из самых интегрированных в путинскую коррупционную систему людей. Это человек, который знает настолько много по всем вопросам, от системы взаимодействия с олигархами, от того, какой олигарх содержит какого чиновника, от работы Сбербанка, который тоже, естественно, Сбербанк — это огромная шестеренка путинского режима. Да? А куда он с этим должен прийти? Герман Оскарович, говори, куда хочет, скажу тебе так. Пусть идет на странице Financial Times. Хочет, вот сейчас издание «Проект», мое любимое, расследовательская, выпустила шикарный ролик про Грефа. Баден-Баден. Про Баден-Баден, про то, что он любит ездить в Баден-Баден. Я рекомендую Герману Грефу пойти и поговорить, рассказать все Роману Баданину или Михаилу Рубину из проекта. Еще Герман Греф может пойти в Баден-Бадене, выйти там прямо где-нибудь около Терм и рассказать всем все. Или на сцене в филармонии в Баден-Бадене, который он так любит ходить. Мне все равно, где Герман Греф выберет это сделать. Мне лично ничего от него не нужно, кроме инструментария, который он может дать, чтобы избавиться от этого проклятого Путина. Меня ничего, кроме этого, не интересует. Юр, на этом этапе моей жизни. А ты также про него напишешь, что как и про Мурзагулова. Вот он расстроится, что Мария Певчих написала гадость про него в Твиттере. Я думаю, Герман Оскарович переживет эту травму глубокую, моральную. Угу. Я, конечно, напишу, но еще раз, это все... Это твиты, Юра, мы обсуждаем твиты, мы обсуждаем мнение. Твит это просто, твит это твоя трибуна сейчас, понимаешь? Это конечно, одна это из трибун. Это просто мое мнение. А есть точно такое же мнение, есть у обожаемой мной Дуни Смирновой, которая рассказывает, что все эти люди — это часть интеллектуальной элиты, это все люди, которые двигают Россию вперед, да, а мы, бомжи немытые, должны поклоняться им и радоваться тому, насколько у них ясный ум и точный моральный компас. Ну, есть люди, которым Греф нравится, и Кудрин нравится, и Чубайс нравится, и еще кто-то нравится. Поэтому я всех их призываю смириться с тем, что есть прослойка людей, которые их, наверное, всегда будет ненавидеть за то, что они сделали. И прослойка этих людей, скорее всего, будет шириться. Но, слушай, так бывает. Вот они, последствия решений и действий, которые ты принимаешь на протяжении своей жизни. За время наших перемещений и общения я обращаюсь к тебе как к политику, а ты как бы осекаешь меня и говоришь, что я не политик. Спорно, но видишь ли ты себя политиком в будущем? Так, чтобы уже не осекать, а признавать это. Политиком в смысле... Человеком, который избирается или работает с тем, кто избран? Ну, избирается — нет. Мне кажется, это не мое. А работать в команде какого-то избранного человека, это да. Это, мне кажется, вполне возможно, если для этого будут условия. И на самом деле у меня тут пространство для выбора не очень большое. Я не могу в тот момент, когда наступит прекрасная Россия будущего, сказать: все, пацаны, я поехала жить на море, писать мемуары и кататься на серфе. Это будет неправильно, непорядочно, и делать так нельзя. Поэтому придется самой в какой-то степени делать то, про что мы рассказывали такое количество лет. И я надеюсь, что в этой точке времени я окажусь достаточно квалифицированной, у меня будут нужные навыки, нужные умения, чтобы какую-то важную работу в рамках построения этой прекрасной России будущего делать. Какой, например? Давай подумаем. Вот если отдел иллюстрации тебе предложат, или министерство иллюстрации? Нет, это не очень интересно. И это попахивает скорее какой-то судебной, мне кажется, веткой власти. Или, возможно, такая какая-то более юридическая работа, потому что иллюстрация — это что? Это надо написать хорошо работающий закон, да, который не написали в 90-е, и это было огромной ошибкой. Придумать какой-то принцип, а это скорее принцип, по которому эта иллюстрация будет проведена, да, кто как попадет под эту иллюстрацию, какие будут санкции, какие будут последствия. А это же скорее такая законодательная работа, даже чуть-чуть юридическая, которая мне совершенно не близка. А что тогда? Что с расследованиями связано? Я очень верю и всегда повторяю и рассказываю всем, что если что-то
я в этой жизни поняла к этому этапу, это то, что очень важно заниматься тем, что ты любишь, что у тебя получается. И тут уже глупо отрицать, что там центральную часть моей жизни, такой моей настоящей профессиональной любовью, конечно, являются расследования. И я только могу мечтать о том, что когда-то, может быть, у меня в руках появится инструментарий, чтобы эти расследования не на YouTube публиковать, да, не в блоге писать и прикладывать большое количество мемов и смешных картинок к ним, а делать эти расследования по-настоящему, там, с доступом, с полноценным к информации, с возможностью провести допрос, с возможностью запросить какие-то документы, с возможностью доказать по-настоящему совершенное преступление. И потом, что самое важное, ну, это уже не ко мне, это уже к судебной власти, чтобы человек, который совершил это преступление, понес наказание. Потому что это очень важно, выстроить эту цепочку цепочку, которая обеспечивает неотвратимость, да, и неизбежность наказания. Это то, как коррупцию можно победить. И это вот такой кусок, и это вот поле работы, на котором бы, вот если бы у меня был выбор, мне кажется, я смогла реализоваться. Ну, то есть Следственный комитет «Прекрасная Россия будущего». Следственный комитет, не знаю, прокуратура, назови это как хочешь, мне не принципиально какой там лейбл или еще что-то. Понятно, что, говоря Следственный комитет, ты меня куда-то ставишь рядышком с Бастрыкиным, а я не хочу с ним рядом стоять нигде. Ну вот, я объяснила суть, а каким это будет названо словом, это не принципиально. Есть ли у ФБК какой-то план будущего России? Будущего, сконкретизируй, пожалуйста, обстоятельства этого будущего, когда через неделю, через год, когда Навальный президент. А вот какой есть? Вы политическая организация. Сейчас одна из самых, возможно, самая влиятельная там, политическая организация России, вот, хоть и в изгнании. Вот. И я как человек, который, как избиратель, который там потенциально, который всегда там за вами следил, который там следит за вашей деятельностью, присматривался бы к вам, если бы вы участвовали в выборах. Да. Я отправляю свой избирательский запрос в вашу сторону, каким вы видите будущее моей страны. Когда Путина не будет уже, или все еще Путин есть? Я считал, что в политической организации серьезной должно быть несколько планов, в том числе на тот случай, когда он еще есть и когда его уже нет. Пока мы прикладываем все наши усилия в одну точку, надеясь, что давя на эту одну точку с разных сторон, эта точка наконец-то расколется на маленькие кусочки, острые осколка. И эта точка — это Путин. На данный момент, на 11-й месяц войны, и абсолютно и 20 какой-то третий год правления Путина, господи, страшно сказать. У меня есть одна задача — избавиться от этого вредного и отвратительного президента. Ничего важнее этого сейчас нету. Я не думаю, и мы, скорее, я возьму на себя смелость за организацию немножко сказать, мы не очень верим в то, что после Путина возможен Патрушев или еще кто-то худший, чем Путин. По-моему, в 2023 году можно сойтись на том, что хуже Путина уже представить сложно. Самое главное, что должно произойти сейчас, это Владимир Путин тем или иным образом должен уйти от власти. Война прекратится, а дальше начинается новый план. И этот план еще сложнее, чем даже тот план, над которым мы работаем сейчас. И этот план страшный, к нему надо готовиться, потому что в этом абсолютном хаосе, который будет происходить с этими знаменитыми бульдогами под ковром и этой схваткой из всех со всеми, нам нужно выйти победителями. Я думаю, что мы сможем это сделать. Я верю в нас как политическую организацию, иначе кто эти люди, которые нас поддерживают? Расскажи, как? Как вы можете выйти победителем? Нам нужны честные выборы. Нам очень нужны честные выборы. А дальше, это очень мало, мы просим очень мало. А дальше мы уже справимся в дальнейших силах всех, от Алексея Навального до любого моего коллеги, который может избираться, я не знаю, в Московскую Государственную Думу или в Государственную Думу своего города где-нибудь не в Москве. В них я уверена на 100%.
Я уверена на 100%, что идеи, которые Навальный предлагает, что видение России, в которой не воруют, в которой не убивают, которая не нищая, в которой пенсионеры не получают эти там позорные 12 тысяч рублей, ну или 14 тысяч рублей, какой там позор, какой там сейчас средняя пенсия. Это я понимаю. Смотри, честные выборы. Вот уходит Путин, случается без времени. Да? Пригожин, например. Да, ты, во-первых, сказала, после Путина хуже быть не может. Если Пригожин станет следующим... Он не может стать следующим. Ага. Ты уверена в этом? Абсолютно. Окей. Пригожин очень интересный персонаж, безусловно, и то, что он делает сейчас с ЧВК, я не только про Украину, но и про Африку, да, и про все эти дела. Это, безусловно, одна из самых интересных тем для расследований, которые существуют. И это уникальный феномен, который бы... Я сейчас конкретно говорю про ту часть, где он берет зэков из тюрем, увозит на убой, на войну в Украину, там 90% из них умирает, 10 возвращаются, их делают, им раздают какие-то медали благодарности и амнистируют. Да? Это как... И это все еще надо говорить, что на самом деле ЧВК же до сих пор формально не существует, да, и являются там какими-то незаконными военизированными организациями. Это безумно интересно, это супер преступление, и Пригожин, безусловно, при любом следующем президенте будет сидеть долго, и вот тут можно говорить точно, просто вот бесповоротно за количество преступлений, которые он совершил. Но он не может быть президентом России. Он может какой-то там вот этот ГКЧП-стайл устроить, да, но как и тогда. Я надеюсь, что ГКЧП-2 закончится теми же самыми дрожащими руками на видеотрансляции и, собственно говоря, потом ничем. Я не верю в перспективность Пригожина как преемника. Окей, без времени. Да. И как в этом без времени честные выборы сделать? Как это сделать ФБК, который в Европе? Как? А почему мы в Европе? Я думаю, что каждый из нас вернется в Москву на первом доступном рейсе, когда станет понятно, что там нас не арестовывают на границе. Ну, вот, по крайней мере, там я могу за себя говорить, за своих ближайших друзей. Прекрасный пример. У меня там вот уголовное дело есть за фейки об армии. Да. Закон о фейках об армии, который был придуман позавчера на коленке и какими-то там такими же жуликами, как Путин, представлен и подписан, отменяется. Это логично. Всегда, когда идет такая резкая смена правительства, я думаю, что большинство законов, которые принимала уже нелегитимная Дума там, с 2011 года, должны быть пересмотрены, большинство из них будет выброшено. Подожди, пропаганда и так далее. Я понимаю. Смотри, если мой закон про фейков больше не существует, то и уголовного дела его больше нет. Нет, вот смотри, нет Путина. И кто один из бульдогов под ковром. И бульдог отменит... Конечно. А почему? Потому Бульдогу что... будет тоже выгодно иметь такой закон. Почему? Про фейки об армии? Ну, для того, чтобы все оставалось стабильно, ужасно. Так же. Подожди, ну если у тебя одна переменная изменилась, а вторая нет, но если Путина нет, то и войны нету. Какие фейки об армии, если нету войны? Ну, то есть это тоже тот факт, связь между ходом Путина и окончанием преступной войны в Украине для меня очевидна. Окей, допустим, мы это не обсуждаем. Окей, но вот откуда у тебя уверенность, что диктатура не сохраняется? Просто диктатура в других руках. Потому что та диктатура, которую построил Путин, она путиноцентрична. И как и любая другая диктатура. Очень редко в истории бывают примеры, когда диктатура, допустим, ну, там, говорю сейчас там про последний век, условно, когда диктатура там может передаваться поколениями, там, ребенку, там, еще что-то, вот, да, ровно об этом я и думаю. Но при этом параллельно есть огромное количество примеров, когда диктатор умирает, да, вот есть этот культ личности, вот у нас там везде написано про то, как велик и подобен Богу правитель, да, про то, как его называли, гений Карпат, и полноводный Дунай разума Чаушеску, потом его расстреливают, и все. Поэтому мне очень сложно и представить систему, где Путина не становится, он, не имея преемника официального, а он не имеет преемника, он его не имеет
опять же, специально, да, для того, чтобы создавать эту неопределенность. Каким образом диктатура может продолжаться? На чем она будет сидеть? На чем она будет крепиться? В Иране диктатура продолжается? Да, в Иране сильно другая ситуация, связанная с религиозной частью их общества и с тем, что они сейчас... В Иране происходят трагические события, конечно же, и напоминающие нам о том, как быстро можно, да, потерять те фрагменты свободы, которые были, и оказаться в ситуации, когда в 23-м году расстреливают участников протеста. Да, это, конечно, висит над нами. Но еще раз, в Иране просто совершенно другая культура. Это не корректный и несравнимый пример. Даже, в Казахстане диктатор ушел и сменился, и потом сменились элиты, и что-то поменялось. Спроси меня, пожалуйста. И это Казахстан. А ближе всего, я не знаю, в постсоветском пространстве достаточно пример, где люди с точно таким же культурным бэкграундом, как у нас, точно таким же прошлым, замечательно живут в себе в демократии. У русского человека нету потребности в диктатуре, и каждый, кто говорит другое, каждый, кто говорит про рабский менталитет, каждый, кто говорит про трусость и покорность, про царя и жесткую руку, которая якобы нужна русским, это враг и предатель, и ненужный России человек. Этот человек оскорбляет Россию, говорит про нее неправду. Это просто не так. Нету у россиянина, у русского человека жажды к диктатуре. Ни у кого ее нету. Это victim blaming классический, да, когда жертву обвиняют в преступлениях, которые совершены против этой жертвы. И я призываю всех всячески не скатываться, особенно сейчас, в такую логику. То же самое я бы распространила и на коллективную ответственность, и на все эти вопросы этические, которые сейчас очень модно обсуждать. Насколько виноваты русские, как нам это все пережить и так далее. У тебя ПМЖ в Англии или уже паспорт? Паспорт. Давно? Года с 19-го. Ты предупреждала о нем? Да, я уведомила, кого там надо уведомлять. Смотри, получается, что в России ты не живешь с 2000... Ты была наездами, но вот это стало твоим... С 6-го? Ага, то есть 16 лет. 17, да, скоро. 17. По-честному, ты чувствовала, пока работала, пока приезжала наездами в Россию, то, что ты далеко не все понимаешь в жизни людей, которые постоянно находятся в России? Конечно. Я не исполнила свою самую главную мечту, которая у меня была. Проехать. Я очень хотела присоединиться к президентской кампании Навального и проехать в этом туре города российские. Они там везде были. Была моя огромная мечта, но у меня не получилось. Там очень было много работ, и надо было там что-то снимать, делать, писать сценарий. Не вышло, короче. Я видела очень мало в России. К сожалению, я там была совсем в немногих местах. Я первый раз была в Сибири, и вы все знаете, чем это закончилось. Мне это жутко интересно. Для меня даже поездка в Кострому и город Буй наблюдателем на выборах была гигантским событием, потому что у меня прям мечта была либо на тачке проехать всю Россию, съездить и на Дальний Восток, или еще что-то. И, конечно, я езжу во всем местам как турист. Я понимаю, оказываясь в каждом из этих мест, что я ничего не знаю о России. Я очень мало знаю. Я слушаю этих людей, я смотрю на тех людей, которые приходят встречаться с Алексеем, жать ему руку, в Томске, в Новосибирске. И я понимаю, что они другие, у них другие приоритеты. И это, к сожалению, не связано с Лондоном никак. Это скорее связано с Москвой, а не с Лондоном. И каждый раз, когда я вижу где-нибудь в таком регионе, не знаю, подростков, которые приходят фотографироваться с Навальным, да, на Android-телефон, купленный в складчину 4 людьми, я понимаю, что это надо держать в уме. Когда мы делаем свои расследования и когда мы занимаемся своей политической деятельностью, вот эти реалии надо держать в уме. Я абсолютно признаю, что у меня есть огромные пробелы и прогалины, связанные с тем, что я в достаточно молодом возрасте уехала из России и не видела там большой части. Но все-таки моя работа всегда была связана с Россией. Я приезжала обратно в Россию
на несколько лет, да, там, в каком-то 10-11 году. Я проводила там по полгода в России, когда была такая возможность. Ну, то есть я отдаю себе отчет, что проблема есть, и пытаюсь ее исправить, ну, просто буквально в ежедневном режиме. А как? Читаю, смотрю, разговариваю с людьми, да, и даже микроскопический опыт. Я не знаю, мы на Новый год на популярной политике добавили функцию «звонить можно было в эфир». Ага. Знаешь, как на MTV в старые, в 90-е было такое, ну, типа, ты слушаешь прям голос в студии, можешь с ним разговаривать, говоришь «привет», нам отовсюду звонили. И из Украины звонили, из России, из всех городов звонили. И это прям, знаешь, мне кажется, какое-то огромное окно и вот возможность прикоснуться к чему-то, ну, чем я занимаюсь, и послушать чего-то и запомнить. Конечно, мне очень жаль, что у меня нет возможности сейчас все видеть своими глазами. Мне очень жаль, что так повернулась жизнь, но я почему-то не сомневаюсь, что у меня будет возможность и дальше восполнять эти пробелы и все своими глазами посмотреть. А то, что я приобрела здесь, и в Великобритании, и там, не знаю, в других местах, где я жила, и в Бельгии, и в Литве, и в местах, в которых я путешествовала, это на самом деле тоже очень ценно. И я не считаю это время, не сейчасшнее время, не время, когда я училась здесь в университете, я не считаю его потерянным с точки зрения моей карьеры, даже как политика. Большинство моих взглядов, все, чем являюсь я сейчас, то, что я знаю, то, что я говорю, то, что я думаю, чувствую, ценности, принципы, это все я впитала где-то здесь. Это все я выучила и увидела где-то здесь. Здесь, там, в широком смысле, в Европе, я увидела, что хорошо может быть, что это возможно, что государство не обязательно равно репрессии, что когда ты видишь мента, не обязательно переходить улицу на другую сторону, что от стука в дверь не обязательно дергаться, это, скорее всего, почтальон просто тебе что-то принес. И это тоже важно. И поэтому я ценю и очень радуюсь тому, что мне фактически удалось жить две жизни параллельно. И вижу всегда это как свое очень большое достоинство, а не как недостаток. Да? Знаешь, как модно говорить, иностранный агент, иностранное влияние, вот это вот все. Им я всем отвечаю, чтобы они шли куда подальше. Это подарок судьбы, что у меня есть возможность видеть и эту сторону, и ту сторону, взять самое лучшее и отсюда, и оттуда. Мне кажется, что это работает скорее так. Не кажется ли тебе, что сейчас России очень сильно нужна какая-то во-первых, программа будущего? Я все равно не слышу ее даже от тебя сейчас. Это все равно какой-то там набор очень мотивирующих фраз про будущее и все остальное. Но не кажется ли тебе, что России нужна программа будущего и какая-то там, не знаю, объединительная мечта, условно говоря, да? Но про Путина, про свержение Путина тебе не нравится мечта? Тогда ответь, что именно за этот год, за год войны, ФБК сделал для свержения Путина? Как именно ваша деятельность сделала свержение Путина ближе? Давай я просто выберу пример, который ближе всего к дому, да, что-нибудь из расследований. У Путина была любимая яхта. Новая. Шахерезада. Шахерезада. Это мы сейчас говорим, что Путина была, потому что вообще до этого считалось, что это яхта Хуйдайнатова, и только мы, как полоумные, бегали и говорили, это на самом деле Путина, это на самом деле Путина, арестуйте эту яхту. Эту яхту из-за нашего расследования и из-за большого количества заметок, которые они писали в «Нью-Йорк Таймс», и тоже сделали параллельно свое расследование уже как журналисты, такие полноценные, эту яхту в последнюю секунду, почти как она ушла из порта в Италии, ее арестовали и заморозили, несмотря на то, что она не записана на Путина, а записана на Хуйдайнатова. Итальянские власти, итальянская финансовая полиция поверила нашим доказательствам, нашим аргументам. Яхта арестована, этой яхты у Путина нет. Что произошло? Мы ударили по тому, что Путин любит больше всего, что ради чего Путин разворовал страну и начал войну. По его личным деньгам, по его богатству. И в этом конкретном случае речь идет не о богатстве части его системы, что тоже важно, а о его личной
любимой яхте, которую ему в складчину строили Тимченко, там какие-то еще олигархи, это уже там после нас вышли расследования, кто за это платил. Вот у него была яхта за 750 миллионов долларов, сейчас у него нету яхты за 750 миллионов долларов. Он ради того, чтобы эту яхту построить и получить, совершил там много преступлений. Она, очевидно, ему была нужна. Сейчас эта яхта, я надеюсь, если европейцы примут какой-то закон, который позволит на аукционе эту яхту продать, я думаю, что все, что будет заработано, может быть отправлено там, на восстановление Украины. Это единственное оружие расследования, которыми я лично, Мария Певчих, умею свергать Путина. Если бы я была хороша в том, чтобы одеваться в камуфляж и бегать по лесу с оружием, коктейлями Молотова или чем-то еще, я бы, наверное, это делала. Но я не умею бегать по лесу в камуфляже. Я умею делать расследования. И каждым этим расследованием... Яхта — супер простой пример. Но мы можем пройтись по всему циклу того, что мы публиковали после войны, заканчивая Тимуром Ивановым. Все это делается ради одной единственной цели, чтобы сделать Путину больно. Это та цель, с которой 12, страшно сказать, лет назад я пришла в фонд борьбы с коррупцией. Я сказала, мы познакомились с Навальным, я сказала, слушай, давай, я бы очень хотела сделать что-то, что освободит мою страну из-под этого ига, из-под гнета какого-то зачуханного КГБшника из питерской подворотни. Почему он мной управляет? Почему он решает, как мы живем? Почему он делает так, что страна находится в том состоянии, в котором находится? Почему у 30% людей в России в 2023 году нету канализации дома? Я как не могла 12 лет назад переварить, как так может быть? Почему из-за одного очень неприятного, очень там не шибко далекого, не шибко умного, а обычного человека рушится целая страна. Вот и как 12 лет назад я попробовала давить на какие-то точки, на которые я умею давить. Вы можете называть это попыткой сделать Путину хуже, попыткой его свергнуть. Конечно, это попытки его свергнуть. И это попытки отомстить за то, что он сделал. Это попытки открыть людям глаза, чтобы они осознали наконец-то, морок этот спал ужасный. По-моему, эта система путинская должна быть разрушена до основания. И то, что я могу делать, это расследование. Мои коллеги открывают штабы, мои другие коллеги составляют списки, мои третьи коллеги ведут ежедневные эфиры на наших каналах на YouTube. Кто-то пишет в Telegram, кто-то пишет в Twitter, кто-то занимается социологией во время войны. Это тоже мы делаем в ФБК. Мы пробуем все. Когда что-то сработает, вы увидите. Я одно не понимаю, почему ты их выгораживаешь? Ну, ты реально человек, один из немногих журналистов, которые смогли прожить эту жизнь, прости, пожалуйста, за не литературное слово, но там не говном. Ну нахрена ты выгораживаешь этих людей, этих компромиссников? Зачем? Во-первых, спасибо за комплимент, но смотри, я считаю, что неправильно судить по себе. И если, допустим, нам получается быть бескомпромиссными, или не идти на какие-то компромиссы, сделки с совестью, и там говорить тогда, когда там люди, условно, с нашей аудиторией не все говорят. И я сейчас говорю про то время, когда все находились в России, и все ходили под самыми там прямыми опасностями за тем, что могло прилететь, когда ты призываешь людей выйти на митинг в 2019 году, когда избивают всех. Вот. Но неправильно судить по себе. Вот я считаю так. Я не понимаю, где здесь часть суждения по себе. Ну, я могу позвать людей в 2019 году на митинг, и я понимаю все свои риски, что мне может за это прилететь. Но для меня важнее, то есть для меня важнее жить с честной совестью, чем там с большим количеством рекламных контрактов, гораздо большим, чем они могли бы быть, и без риска того, что к тебе в любой момент могут там предъявить там, административное дело, уголовное или что еще. Я между этими рисками
получать проблем, и между тем, чтобы высказаться, когда есть какая-то несправедливость, то я выбираю, в тот момент, допустим, я выбираю вот это. Да. Но неправильно судить по себе. Кто-то может пойти на такой риск, а кто-то нет. Ну, ты не по себе судишь, ты судишь по какому-то, я не знаю, там, А по кому? По моральному императиву, потому по совести. Но я не моральный камертон, и не хотел бы им никогда в жизни быть, и поэтому мне тяжело вот с таким радикализмом судить. Так в ком-то расстраиваться, что он не высказался. Да, я могу. Но судить по себе... Но предъявлять им это... Убери из этого уравнения себя. Причем здесь ты вообще? Я себя, упоминая всех людей в сегодняшнем выпуске и в своих тредах в Твиттере, я себя из этого уравнения удаляю. Я не говорю, а вот я повела себя так, а вот я сделала то-то, то-то, то-то. Ни разу, никогда я себя не ставила в пример. Это не про меня, это про то, что любой человек, тем более настолько интеллектуально развитые, как эти люди вот из этой так называемой интеллектуальной элиты, столько всего видевший, столько всего читавший, такой насмотренный, наслушанный и как будто знающий так много о жизни, как будто он должен сам прийти к этому выводу и сделать это. А если он не делает, то это его осознанный выбор. Мне кажется, это не про сравнение с собой, Юр, вообще. Это про сравнение с тем, как должно быть. Это про то, что все люди разные. Вот про что. Я просто считаю, что ко всем подход разный. Понимаешь? И я как человек, который хотел бы, чтобы людей, которые за все те интересы, за все те ценности, что выступаете вы, в России было больше, я точно знаю, что вести диалог надо по-разному. Нужно с каждым человеком, в общем, знать свой подход. Вот. И даже тот же Навальный, когда он ездил в тур предвыборный, мне казалось, что несмотря на то, что в нем есть вот это вот, безусловно, там, жесткость и прочие вещи, он может находить общий язык, в том числе там, с людьми старшего поколения или с кем-то еще. А вот в вашей риторике, этого нет сейчас. Я понимаю, что как бы оголенный нерв, ваш лидер в тюрьме, идет война чудовищная и прочие вещи. И я вроде это и понимаю, а вроде вижу тупик в этом. В том, что нет возможности сделать из там условного Фридмана, еще раз я не хочу его защищать ни в коем случае. Какой-то, да, прям... потому что он, и тем более Галицкого, да, сделать ваших сторонников. И, возможно, из них, как мне кажется, я тоже могу быть неправ, сделать их вашими сторонниками можно все-таки каким-то образом интонации, разные интонации находя. Вот и все. Но почему тебе кажется, что я должна что-то им предлагать? Потому что мне кажется, что политика, не приведи бог мне ей заниматься когда-нибудь, только как гражданин. Она меня поэтому и отталкивает как работа, потому что это история, где нужно находить компромисс. Иногда. И можно бескомпромиссно жить как частное лицо. И очень бы хотелось к этому стремиться, конечно, да? А вот в политике быть бескомпромиссным, как мне кажется, невозможно. И там кому-то нужно предлагать что-то за что-то. Но где ты остановишься, если ты находишь компромиссы здесь, как далеко это заходит? Ты придумай красную линию. А Потанин, а Фридман? Нет. Где-то же... Понимаешь, как бы ты сама определяла залоговые аукционы. Это теория, которую я придумала. Или просто топил за Путина или нет. Фридман был фигурантом ваших расследований? Нет. Галицкий не был. Тиньков не был. То есть какая-то красная линия может существовать. Есть какая-то степень там компромисса, и она, компромиссы бывают нормальными. Я сейчас еще раз не говорю, что это про этих людей. И вот если предлагать людям какие-то варианты, они не будут шарахаться от вас, как от стайки большевиков из Европы. Они, возможно, будут вести какой-то диалог, который в конечном счете и приведет к той цели, которую преследуют там более-менее все, чтобы власть, наконец, поменялась. Вместе с ней закончилась война, и Россия там вернулась в попытку стать нормальным государством. Но мы не являемся единственной точкой входа в такой сценарий, правильно? У них было окно возможностей. Все говорили, самая интересная тема февраля прошлого года – раскол элит.
Каждый у друг друга находил в руке табакерку и говорил, что вот-вот он сейчас придет, даст Путину по башке, и все это закончится. Было окно возможностей. Была эта волатильность, которая позволяла, в принципе, там, любой маневр в тот момент. И как много людей из путинской элиты действительно воспользовались этим моментом и сделали что-то, чтобы Путина остановить. Эта цифра стремится там, к нулю. И вот это с тобой разговор, который у нас сейчас именно, с удовольствием перенесла в 2018 даже год. Хочешь, там даже 19-й, даже вот так недавно. И мы могли бы порассуждать. Какие оттенки, что нужно, что допустимо, степень компромисса. Да? Это очень интересная тема, действительно. Я в этом абсолютно уверена, потому что это про нас всех. Про это там, большой пласт русской литературы, именно про это. Это тема, которая актуальна будет всегда. Но в 2023 году рассуждать об этом, оставлять еще какое-то пространство для маневра, я как я с собой-то потом буду жить, когда я понимаю, что я закрывала глаза, там, условно, Мы не говорим же про себя. Мы же не говорим про то, что водить хороводы с этими людьми или, там, не приведи бог, дружить. Как мне казалось, мы говорим о том, что все мы хотим когда-то снова жить в России, нормальной стране, которая не без каких-то перспектив, как сейчас, а у которой есть перспектива. И это надо как-то разруливать. И я жду решений от самой влиятельной, популярной политической организации, как мне казалось, ФБК, если мы не берем вот тех, кто сейчас изображает из себя власть в России, я жду решения от них. А от них я слышу только жесткие высказывания, там какие-то срачи в Твиттере, расследования интересные, тут никаких вопросов. Но в основном срачи в Твиттере Жданова, который орет на оппонента и называет его жирной тварью. И я не понимаю, как это приближает прекрасную Россию будущего. Ты объяснила, что мы приближаем Россию будущего, наша цель — свергнуть Путина. Окей, это хотя бы звучит логично. Но это звучит тупиково, потому что хочется помимо этого фланга программы иметь еще фланг, что будет после, конкретно, структурно. Потому что даже если представить себе в каком-то сне то, что вот сейчас Путин падает, то следующие сны кошмарные. И вот я хотел бы от людей, которые в политике работают, и которым я там теоретически мог бы доверить свой голос, услышать какие-то примерные, такой-то шаг или такой-то шаг. Для тебя есть готовый президент. Он сейчас сидит в тюрьме вместе с бездомным и сумасшедшим, который воет, наверное, прямо в эту минуту. У меня для тебя есть готовый президент, который сможет предложить тебе все, что угодно. Президент с прекрасными организаторскими способностями, который сумел построить эту главную оппозиционную... Как ты нас там назвал? Приятно было, спасибо. Человека, который очень успешно провел 2 настоящие кампании, 2 формальные официальные кампании. Человек, которого признают во всем мире безоговорочно лидером российской оппозиции. Лицо которого не сходило и до сих пор не сходит с обложек журналов и газет. Я все понимаю. Он есть. Вот тебе Россия будущего. Значит, во-первых, я хотел бы все-таки не сразу автоматически видеть Навальным президентом, а я хотел бы выборы увидеть, в котором были бы у него конкуренты, я бы еще повыбирал. Это принципиальный момент для меня, как для избирателя. Это твое право, абсолютно. А во-вторых, а технически? Как ты это видишь? Когда что-то с Путиным происходит, знамя не переносится человеку, который открывает ключом все тюрьмы, выпускает и говорит: честные выборы делаем. Оно, очевидно же, достается каким-то другим коршунам, со своим ЧВК или со своей просто личной армией. И что-то мне подсказывает, что он Навального, Яшина и других людей, которых я хотел бы на выборах увидеть, он не отпустит. Почему ты видишь только злую сторону в этом процессе? Еще раз, и будут существовать готовиться, как мне кажется, надо к худшему. Точки всегда. притяжения. Но это неправильно.
Существует несколько точек политического притяжения, которые будут актуальны после смерти Путина. А расскажи, Кто-то прибьется сюда. Подожди, а расскажи тогда оптимистический вариант. Вот оптимистический вариант, как ты видишь, когда Путина не стало. И почему это не генералы, не ФСБшники и не Пригожин? Одним из условий мирового соглашения или соглашения о чем-то там, которое будет после окончания войны и полного выведения войск со всей территории Украины, одним из пунктов этого соглашения, которое придется заключать, может стать проведение честных выборов. Может стать... То есть генералам, которые подхватывают знамя, да. говорят, что если хотите с женами ездить... Нет, еще раз. Сейчас война. Она не может просто рассосаться. Она не... Это не ситуация с аннексией Крыма, которую сожрали все на Западе, да, и которая тоже там частично в том, что происходит сейчас, там есть их вина некоторая. Сейчас война, сейчас там что-то похожее на геноцид, сейчас рассуждение о том, применит ли ядерное оружие или нет, и уже десятки тысяч трупов с каждой стороны, суммарно больше. Это уже не пройдет само, если это не трогать. Этому будет какой-то конец. На протяжении следующих десятилетий нам придется жить с... Я не хочу называть это проблемой Украины. Это проблема, путинской войны, которую он там развязал. Нам придется платить. Нам придется что-то... Репарации. Да. Угу. Нам придется перестраивать свои отношения со всем миром. Возможно, экономика, которая сейчас находится в абсолютно непонятном каком-то окуклившемся состоянии, да, где весь бизнес ушел, что-то там импорта заместили, что-то разрешили в серую возить, ничего нету, технологии уехали, люди остались, да, абсолютно какой-то непредсказуемость. И это все закончится неким консенсусом. Я сейчас не имею в виду конкретный договор с прописанными пунктами, хотя так может быть. Может быть, что... Это достаточно вероятно, что Россия окажется проигравшей стороной в этом конфликте, в этой войне, и будет прямо некий договор. И одним из содержаний этого консенсуса, в широком смысле слова, и определит будущее России на много лет вперед. И вот тебе реалистичный сценарий, чтобы ты не концентрировался только на плохом и только на Пригожине или Золотове, да, вот обвешанном вот всеми этими медалями, что он потом придет и будет говорить тебе: я из тебя сделаю отбивную, ты из американской пробирки, как он Навальному говорил, да? Вот возможен такой сценарий. Возможно, что окончание войны в Украине будет иметь под собой ряд условий, которые обеспечат в России честные демократические выборы. И, например, одномоментная отмена приговоров всем политическим заключенным. Угу. Например, такое. Ну, а возможно вариант Северной Кореи? Возможен ли вариант Северной Кореи? Я не знаю. Возможно, я в себе открыла какую-то новую оптимистичную сторону, но я прям понимаю, что я очень рискую, говоря это на большую аудиторию, но мне кажется, что Северная Корея невозможна. Как ты думаешь, когда Алексей Навальный выйдет из тюрьмы, ему, ну и каким-то образом там войдет в курс дела полную картину, посмотрит того, что ФБК делал, пока он сидел, ну, очевидно, что он не все может, наверное, узнавать через адвоката, через письма, он будет вами скорее доволен или ему будет стыдно? Я абсолютно уверена, что он будет нами доволен. И финальное. В чем сила? Я боялась, что ты задашь этот вопрос, потому что я не люблю вопросы, на которые нет однозначного ответа. А это один из них. Сила, она и в правде, и в честности, и в справедливости. Но на самом деле эта штука такая, получается, очень ситуативная, если задуматься. Иногда сила в том, чтобы крикнуть громче всех или громче всех, залезть и что-то сказать. А иногда она, наоборот, в том, чтобы промолчать. Иногда она в том, чтобы... Иногда она в сострадании, да, и в возможности понять, простить и принять.
А иногда она в том, чтобы никогда и ни за что не забывать и не прощать. Бывает так, что сила в том, чтобы взять на себя ответственность, сказать: я здесь главный, будет по-моему, я здесь все решаю. Я знаю, как правильно, да? А иногда сила в том, чтобы принять тот факт, что есть вещи, которые больше тебя. И вот, видимо, получается, что сила, она в том, чтобы различать эти ситуации и уметь быть разным, но при этом цельным. Ну и в любви, конечно.